Меня зовут Олег Слуцов, и я немного расскажу о себе, потому что вы первый раз меня видите, и что за человек, да? Когда мне было 16 лет, я оказался в больнице, и мне сказали, что я через год умру. 16 лет. Так я расстроился очень. Не хотелось умирать. И в больнице, в которой я находился, люди, дети, детская больница, они умирали прямо на глазах. Я подумал, раз нужно помирать, то только не в больнице. Но как-то мне не нравилось быть материалом для докторской диссертации. Как-то не нравилось. И я ушел из больницы и стал искать, зачем жить. И мои поиски привели меня к ведической культуре. Я изменил свою жизнь и вот это не помню. Но это был хороший повод, конечно, для поисков. И по просьбе Олега Геннадьевича Тарсунова я с тех пор, там, 16-17 лет я занимаюсь изучением вед, практикую это. И, как-то Олег Геннадьевич Тарсунов попросил, знаете его, да? Хороший человек, да? Вот. Он попросил меня, надо рассказывать об этом. Рассказывать свой опыт о том, что ты прожил, что ты изучил, что ты испытал. И вот по его просьбе я сейчас путешествую и рассказываю знания, которые я подчеркнул из вед, тот опыт, который я получил за эти 20 с чем-то лет практики всего этого. И сегодня мы будем говорить на тему, как изменить, скорректировать карму. Вот эта тема сегодняшней, этих 3 дней. И эта тема появилась каким образом? Однажды после вот такой лекции публичной ко мне подошла женщина, вот с такой тетрадкой, например, как у вас. Да, вот с такой. Большая тетрадка. Она много всего там написала. Она подошла и спросила меня, сказала, знаете, так она, так в сердцах говорит: спасибо, что научили жить, только жить не хочется. Такая была фраза загадочная. Почему? Но понимаете, я уже не девочка, и я вот уже столько всего понаделала в жизни. Столько всего понаделала, и что делать? Что делать, непонятно. И действительно, мы что только в жизни не делали в прошлом, и понимаем, что можно было бы сделать как-то лучше. И вот эти ошибки прошлого, они проявляются. Как проявляются ошибки прошлого? Были ошибки у вас в прошлом? Да? Как они сейчас в нашей жизни проявляются? Как они проявляются? Может, никак не влияет на нас наши ошибки? Влияет ошибки? Как влияет? Болезни, да. По молодости ходил без шапки. Или в мини-юбке, да? А сейчас уже как-то голова болит. Или что-то еще болит. Как еще проявляются ошибки прошлого? Болезни, окей. Еще как проявляются? Неудачи. Почему неудачи? Там что-то сделал не то, да? Не учился, допустим. И в итоге, сейчас я не знаю, как правильно поступить. А еще как? Сожаление. Сожаление. Совесть мучит. Сейчас узнал, что это нехорошо, оказывается. А что делать, непонятно. Сейчас совесть мучит. Да, смотрите, давайте мы напишем с вами. Просто чтобы знать, да? То есть первое – это страдание. Из-за ошибок, которые мы совершили в прошлом, сейчас мы либо болеем, либо человек, с которым мы дружили, обиделся на нас и ушел. Да? Страдание. Вторая вещь – совесть мучит, как вы правильно сказали, совесть. Совесть мучит, это было нехорошо. И также ошибки прошлого проявляются в том, что сейчас дурные привычки. Знаете, привык к чему-то нехорошему, пороки. Начал это делать, сейчас не можешь остановиться. Пороки. И самое сложное, особенно для тех людей, которые занимаются каким-то духовным развитием, ошибки прошлого проявляются в том, что сложно практиковать духовную жизнь. Как один святой сказал, что рад бы предаться Богу,
но грехи не дают. Трудности в духовной жизни. Трудности в духовной жизни. Это все последствия того, что в прошлом были совершены какие-то ошибки. И, естественно, возникает вопрос, а можно ли с этим что-то сделать? Можно ли как-то, может, заново это прожить? Или можно сейчас это как-то вот поменять? Я думаю, это всем интересно, да? Да. Это же интересно узнать, что с этим можно сделать. Именно поэтому мы будем говорить сегодня, в течение сегодня, в течение 3 дней о том, как это можно исправить. И наша лекция, наша беседа будет состоять из 3 частей. Очень так необычно, да? У нас будет из 3 частей состоять. Первая часть сегодня мы будем говорить о том, как работает механизм кармы. Я нарисую вот такой значок. Это у всех сотовых телефонов есть, да, этот значок? Такой, да? Технический, да, как устроен. Да? То есть как устроен механизм? Настройки, да. Как работает механизм кармы? Мы будем изучать это, рассматривать это для того, чтобы вы могли разобраться, в каких пределах мы можем вообще что-то менять. В каких пределах. Все ли можно поменять или ничего нельзя поменять. Вот. И сегодня вас ждет много открытий в том, как карма работает. Вот. Я надеюсь. Вторая часть, то есть это будет завтра, мы будем говорить о таких понятиях, что такое хорошо и что такое плохо. Как в этой книжке, да? Малыш там пришел к отцу. И вот это вещь-то непонятная, потому что кто-то говорит, ну что хорошо. Уважать старших это хорошо, да? Кто-то говорит, а что слушать, они ничего не понимают. Они обжились, они отстали от жизни. Это плохо, вы слушаете. И это такая относительная вещь. В одном месте говорится, это хорошо. Ну, допустим, аборигены Африки, когда дедушке исполняется 70 лет, они его варят и потом едят всем племенем, чтобы мудрость, которую он накопил за 70 лет, осталась в племени. Нормально, да? Это хорошо считается. В одном месте, у одних людей хорошо считается, если девушка, которая выходит замуж, она никогда не имела контактов до этого. Это считается хорошо. А в других местах это считается нехорошо. Наоборот. То есть что такое хорошо, что такое плохо. Потому что если мы будем, естественно, спрашивать, поступайте хорошо, а хорошо это как? Как раз мы будем разбираться, у нас будет исследование, тут же есть исследовательский институт Челябинский, да? У нас будет проходить исследование завтра, вот. Будем разбираться, а что же такое хорошо, что такое плохо. Мы сами до этого догадались. Посмотрим, да? И узнаем также, что веды говорят на эту тему, веды. И третий блок, он будет посвящен непосредственно методам, с помощью которых узнали, что такое хорошо, и узнаем, соответственно, а какие хорошие методы есть того, как можно влиять на последствия прошлого. Вот 3 таких у нас будет блока, и сегодня будем говорить о том, как устроен механизм. Да? Интересно, как вы думаете? Я тоже думаю, интересно. И перед тем, как говорить о том, что такое карма, вот я хотел бы вас спросить, кто-то вот в этом зале, кто-то, может быть, есть, кто не слышал никогда слова карма, не знает, что это такое? Поднимите руку, кто не знает, что это такое. Все слышали, да? Что означает, знаете, да? Вот я уверен, что все говорят да, но каждый по словам кармы имеет в виду что-то свое. Поэтому перед тем, как мы будем говорить об этом, да, хотелось бы разобраться в терминологии. Так? Вот. Слово карма
имеет, это такое многозначимое слово, многозначное слово, и имеет много значений, естественно, да? И давайте посмотрим, какие значения есть, хотя бы несколько, да? И какое из этих значений мы будем использовать вот в нашей лекции, о чем пойдет речь. Буквально слово карма означает, буквально перевести, означает работа. Работа, действие. Вот сейчас, видите, это карма называется. Рукой машина, это карма. Это первое значение. Работа. Везде здесь, где существует действие какое-то, это называется словом карма. Второе значение. Карма – это причины и следствия. Результаты. Вот это у нас же шумит, да? Это же чтобы мы дышать могли, да? Иначе мы не сможем это делать, да? Понял. Вот смотрите, есть причины и следствия. Карма значит причинно-следственная связь. Вот если сейчас я отпущу, разожму руку, что будет? Точно, вы уверены? Проверим, может? Давайте проверим так. Упал. Как ни странно. Вы предсказали будущее. Предсказали будущее. То есть, получается, это была причина, да? Причина. Это следствие. То есть, карма означает реакция на какой-то поступок. То есть, карма, кармические реакции, да? Последствия на какие-то действия. Карма – это последствия на какие-то действия. Поняли, да? Еще одно значение слова карма – это не просто последствия на какие-то действия. Это мешок. Мешок, в котором находится много-много последствий на многие наши поступки, за многие жизни, года. И то есть карма – это совокупность реакций, которые мы заслужили за свои прошлые поступки. Это аналог слова судьба. То есть карма – это судьба. То есть есть какая-то судьба некая, да, из которой там этот крантик, да, из этого крантика капает нам на жизнь. И мы говорим: о, судьба, блин, да, судьба. А что делать, судьба такая? Вот. Это третье значение слова карма. Есть также значение в Бхагавад-гите, проведы. Кто-то знает, не знает, кто-то проведы? Где вы слово слышали, да? Окей, не буду тогда объяснять. Значит, в Бхагавад-гите говорится о том, что карма – это деятельность, которая приводит к новому рождению. Вот еще одно определение слова карма. То есть не всякое действие может приводить к новому рождению. Есть такая деятельность, акарма, которая не приводит к рождению вновь. Человек не рождается больше. Ну, то есть, видите, много значений одного и того же слова. И мы будем использовать значение карма как совокупность последствий за многие наши прошлые дела. То есть карма – судьба. В этом значении мы будем использовать слово карма. И, то есть, можно ли эту карму или эту судьбу, то есть какой-то рок, который давит на нас, да, вот, который влияет на нашу жизнь, можно ли с этим что-то сделать? Вот об этом речь. Да? Ловили? Вот. И отношение к карме, вот этой вот судьбе, есть два вида, три вида отношений к этой судьбе. Одни люди, вот это судьба, значит, судьба или карма. Одни люди, это, кстати, распространенное, особенно, как в Индии, распространенное понимание кармы или судьбы, что все предопределено. Все в нашей жизни предопределено. Как называются такие люди, которые считают, что все предопределено? Точно, фаталисты. То есть, даже то, что вы сейчас сказали, да, это было предопределено. И то, что вы так улыбнулись сейчас на это тоже было предопределено. И то, что вот мысль какая-то появилась, это было предопределено. Давайте сейчас представим на секундочку, да, сейчас отвлечемся, да.
от своих мыслей и представим такую ситуацию. Все, что в вашей жизни происходит, мысли, поступки, ситуации, люди, с которыми вы встречаетесь, все это уже кем-то предопределено, и вы ничего с этим сделать не можете. Какие у вас... подождите. Вот сейчас, вот тут еще раз я повторю, а вы почувствуете, какие у вас ощущения, эмоции вот от этого состояния возникают. Ощущения, эмоции какие возникают. Все уже предопределено, ваши заблуждения, ваши открытия, ваши друзья, квартира хрущевская. Это уже все предопределено, ничего с этим сделать нельзя. Как у вас ощущение? Только руку поднимайте, кто хочет сказать. Да. Протест у вас, да? Интересно. Что делать? Предопределено. У вас? Незачем жить вообще. Незачем жить. Смысл теряется жить. Еще? Безысходность, вы говорите. У вас? Безответственность полная. Безответственность. То есть я ни за что не отвечаю, правильно? А что я могу сделать? Как бы оно само, да? Само. Еще? Страшно. Страшно вам, да? Да? Тоска. Тоска, то есть бессмысленность, да? Вот смотрите, вот эти ваши эмоции, смотрите, что мы получили. Мы получили первое, что, во-первых, протест. Протест — это значит, что вы с этим не согласны. Ну, смысла нет жить, да? Это значит, что это уже ненормально, это уже не так. Раз вы с этим не согласны, означает, есть это не природа наша. Если бы это было нормальным, всех устраивало бы, да? Все сказали, да, нормально. Но мы сделали по-другому, мир другой. Поэтому протест возникает. Вторая вещь, которая возникает, как вы правильно сказали, и вот эту философию в основном исповедуют люди, которые не хотят ничего делать. Которые не хотят ничего менять в своей жизни. Они разводят руками и говорят, ну а что сделать? Оно само. То есть, поэтому вот это вот представление о том, что все уже предопределено, обычно люди, которые склонны к невежеству, к какой-то пассивности, вот, они им нравятся. Они могут даже не называть это фатализмом, да? Они не знают этого слова, лень бы его посмотреть в словаре, вот. Но они исповедуют эту философию. Я ничего не могу изменить. Ничего не могу изменить. И даже историю могу рассказать, что ничего нельзя изменить. Вот. Можете переключить свои телефоны на беззвучный режим, на всякий случай. Мы же можем что-то поменять, да? Одному человеку сделали предсказание, что знаешь, ты утонешь. И он решил что-то сделать с этим. Он перестал купаться в речке, в ванну убрался, у него душ остался. Вот. Он все предпринял усилия для того, чтобы не утонуть. И когда у него исполнилось, там, не знаю, 30 с чем-то лет, они с друзьями отмечали его 50-летие, напились, он упал в лужу и утонул. Видите? Вот это фатализм называется. Так. Вторая ситуация. Но я вижу, вам не нравится это. Ну, факт. Веды не поддерживают эту точку зрения, они не поддерживают фатализм. Вот. Потому что тогда теряется смысл вообще жить. Нет никакой ответственности, теряется смысл. Второе представление, если здесь фатализм, второе представление о карме, что судьба никак не влияет на мою жизнь. Что хочу, я могу всего достичь. Знаете, такая философия есть? Главное визуализировать. Напишите себе на зеркале в ванной комнате, да? Ну, давайте что-нибудь серьезное попробуем визуализировать. Каждый из вас, учим научиться, да? Каждый из вас, сколько здесь? 100 человек, да? Каждый из вас может стать президентом Америки. Без проблем. Так ведь? Каждый может быть.
Согласны с этим? Вот все 100 человек могут быть президентом Америки. Подтверждается, видите? Такого же не может быть, потому что президент один, и надо еще американское гражданство, но нет проблем. 25 лет надо еще прожить в Америке. Еще женщин, правда, не было президентом Америки, но нет проблем, вы будете первым. Надо, главное, визуализировать. Давайте, у вас все получится. Хорошая философия. Работает ведь, да? Всегда не работает. У него работает. Почему же до сих пор он не президент Америки? А он не хочет. А если бы захотел, мог бы? Очень сильно захотите. Давайте. Проведем эксперимент. Конечно же, эта философия работает. Я ее называю это судьбоборцы или американизм. Вы все можете. Вот. И все начинают. У меня был случай, однажды мы приходили, как-то сетевой маркетинг называется, да? Там такие компании, они как вдохновляют своих вот этих вот, людей. И там такая вещь, да? Но когда они всю ночь вдохновляют, там апогей такой, надо ходить по углям. Ну, чтобы преодолеть себя и сказать, что я все могу, да? И там, знаете, с такими криками вдохновленные люди ходят по углям. Я не знаю, как они ходят, но ходят этим словом. И вот ради, я там был, просто мы там, проводили программу одну. Я спросил ради интереса, ну и как тут вот 200 человек в этой вот организации, ну как, кто-то реально стал успешным? Сказали, организаторы. Организаторы стали успешными. Ясное дело, конечно же, мы можем менять судьбу, да? Но есть какой-то предел. Есть какой-то предел. Поэтому вот эти две точки зрения, фатализм и судьбоборцы, те, которые говорят, что я могу все, что хочу достичь, эти две точки зрения не подтверждаются Ведой. Веды говорят о том, что есть, с одной стороны, вещи, которые мы не можем менять в своей жизни, и есть вещи, которые мы можем менять в своей жизни. То есть есть предопределенность и есть свобода. Свобода есть и есть предопределенность посередине. Но вот насколько мы можем менять, насколько мы менять не можем, это то, о чем я буду говорить, потому что какой смысл? Дальнейшие блоки, да, разбирать, если мы ничего не можем менять. То есть насколько у нас есть это возможно. Вопросы? Все понятно? Вот там только вопросы. Вам же не мешает никому, да? Только мне одному мешает. Понял. Итак, значит, мы продолжаем. Смотрим. Чтобы разобрать вот это вот, как судьба работает, мы начнем с такого самого начала. То есть, с чего все началось, да? С того момента, когда живое существо, личность попала в этот мир, и когда не было никакой карты. Мы возьмем точку 0, когда никакой судьбы еще не было. Вот. И мы возьмем точку 0, она такая гипотетическая, я называю эту личность молодой душой. Вот такой термин есть, молодая душа. Вот. Молодые души в Челябинске не рождаются. Они вообще на земле не рождаются. Здесь только бородатые души рождаются, старые, с большой картой. Там много карт, много приключений. Вот. Молодые души рождаются не на земле. Не на земле. Первый раз не на земле рождаются. Вот. На землю уже попадают те, у кого есть уже много всего, много судьбы. Большое дело будет. Вот. Но мы возьмем ту точку 0, когда у души не было никакой кармы. Точка 0. Вот. То, что рассказывали, это то, что я знал из лет, это то, как меня научили в школе, в которой я принадлежу, ведической. Это одно из 4 сампрадай, в которых это знание передается. Вот. И точка 0. Теперь первый раз душа совершает поступок. Сейчас мы узнаем несколько правил
относительно закона кармы. И первый раз поступок совершается, допустим, не знаю, что он сделал. Скопал что-то, да? Совершает поступок. Он совершает первый поступок. И благодаря этому первому поступку его ждет в будущем, видите, вот эта реакция на его поступок. Первая реакция. И как только он совершил какой-то поступок, у него сразу же появилось будущее. До этого не было будущего. Будущее появляется, как только должны какие-то реакции прийти. Видите, у него сразу будущее появилось. О, посмотри, появилось будущее. Надо же реакцию получить. И вот несколько правил относительно вот этого закономерности. Первое правило такое. Я вообще подготовился, просто иногда подглядываю, чтобы вам все успеть, все сказать, что нужно. То есть первое, что нужно, первое правило, первый закон, да, кармы, что мы можем выбирать варианты, как поступить. Можем выбирать варианты. Но вот что потом за это будет, да, решаем не мы. Мы свободны выбирать, на какую кнопку нажать. А вот что потом за это будет, не мы решаем. А было бы классно. Представляете, да? Вот было бы, если бы я мог бы заказывать, да? Вот укусил человека, да? А тебе 5000 рублей дали за это. Здорово было бы, да? Это такое бы правильно, так бы выбрать, да, допустим. А почему бы нет? Да? Почему бы нет? Вот. Там кого-то ударить, да, и еще 1000 рублей дадут. Вот классно. Но не мы решаем, что будет за этот поступок. То есть мы можем выбирать, как поступить, да, но что за это потом будет, решаем не мы. Это первое правило, которое, если вы записываете, да, или вы ждете, что запись будет, да? Вообще, вы знаете, вот интересный момент такой. Раньше не было магнитофонов и видеокамер. И вообще не записывали люди, да? Когда приходили учиться, да, все слушали так, как будто они вот больше никогда об этом не услышали. Очень внимательно. Вот эффект такой. Сейчас нас развращают эти записывающие устройства. Они думают, ну потом послушаем как-то. И как бы сильно не сосредотачиваться. А потом времени нет. Поэтому я предлагаю сразу сосредотачиваться. Интересно. Значит, первый момент, что мы выбираем между тем, как поступить. Но что за это будет, мы не решаем. Кто-то другой решит. Это уже предопределено кем-то другим. Второй закон, что если человек совершает поступок, то он уже не может сказать, ой, извините, я передумал. Это называется необратимость кармы. Необратимость. Необратимость означает, что если я, как это называется, револьвер, да, там, нажал на курок, да, то, соответственно, оно все. Есть поговорки в русском языке, которые этот момент отражают, необратимость кармы. Знаете? Поговорки. Слово «не воробей», вылетишь не поймаешь. Еще? Перо и не вырубишь топором. Да? А еще? Какой-то там шлейный был пример. Паровоз ушел, а вина сел. Это не шлейный, нет. Один раз, 7 раз отрежь. Есть, да, такое? Согласны, да? Вот это, в этом идее. Необратимость. То есть, согласно ведам, нет такого понятия, как машина времени. Она в одну сторону течет. Если ты это сделал, то уже все. Третий момент относительно закономерности в этих кармических. В том, что сейчас я посмотрю, чтобы не перепутать ничего. Нелинейность. Последствия нелинейные.
вещь, я еще называю справедливость. Не линейность, скобочка, справедливость. За один и тот же поступок разные люди, даже один и тот же человек, почему-то получают разные реакции. Угу. Замечательно, несправедливо думаете, да? Вот почему ему можно, а мне нельзя, да? И вот когда некто принимает решение, какие последствия должны произойти за этот поступок, учитываются все тонкости. В каком сознании человек это делает, по отношению к нему, к чему он это, кому он это делает. Это приводится такой пример. Если, как позитивный, так и негативный. Если человек дает кому-то 100 рублей, какому-то хорошему человеку, дает 100 рублей, то ему 100 рублей вернется через какое-то время. Если он дает 100 рублей человеку, который стремится жить духовной жизнью, ищет, да, пытается разобраться в этом, он дает ему 100 рублей, а ему вернется 1000 рублей. Если он дает человеку, который не только пытается разобраться, а он уже достиг какого-то успеха в духовной жизни, знаете, качества уже у него святые, да, то даешь ему 100 рублей, а вернется 10 000 рублей. А если даешь 100 рублей человеку, который не просто там что-то пытается, даже качество проявляет, а который достиг совершенства, с Богом там общается, даешь ему 100 рублей, вернется бесконечно умножившись. Выгодно же, да? Выгодное вложение. Странно, одна и та же вещь, да, человек дает 100 рублей. Но так как это разные люди, то эффект от этого поступка будет разный. И это учитывается. Если человек дает 100 рублей, как, знаете, так, кидает в лицо куда-то, да, вот подавить, да, то он вообще ничего не получит. У него еще 100 рублей заберут. Понимаете, да? Вот. То есть учитываются все вот эти нюансы. Я думаю, в законодательстве также есть, да, в русском, нашем, российском, да, учитывается, если человек убивает кого-то в состоянии какого-то аффекта, да, одна нечаянно, да, если он сознательно, другая, то есть вот эти вещи все учитываются. И другой пример, Веды приводит про наказание. Говорится, что есть такие области в нашей Вселенной, где живые существа отрабатывают свои дурные поступки. В русском языке мы называем это ад, да? Ад. Есть, Веды тоже говорят о том, что ад существует. И я читал о том, что если человек совершает какие-то дурные поступки, не понимая, что это плохо, он будет за это наказан, но меньше всего. Если человек, потому что, знаете, он в детстве смотрел мультики Том и Джерри, да? И там вот этого кота несчастного, его и жарят, и парят, режут, еще ничего только не делают. И он в детстве понял, это нормально. Мультики же, да? Правильные вещи говорят. Это нормально, как кукушку поймать, порезать ее. Съесть, чувствовать. Он не знал, он научился так в детстве. Родители его так научили. Это страдать будет, но меньше всего. Если человек понимает, это нельзя делать, но делает, страдать будет больше. А если он понимает, что нельзя делать, делает так, и еще начинает философски объяснять, что это очень хорошо, книги писать на эту тему, вдохновлять народ это делать, он будет страдать больше всего. Вот это тоже пример нелинейности кармы. Нелинейность, то есть очень, учитывает все нюансы. Четвертый момент относительно кармы называется тяжелая тяжесть кармы. Тяжесть. Разная тяжесть кармы существует. Это что тогда просто тяжелая карма? Тяжелая карма. Смотрите, вот этот поступок мой, да, когда я отпустил фломастера, да, он очень такой простой, сразу пришли реакции. Сразу пришли реакции. Но бывают поступки, которые люди совершают, они очень серьезные. И реакции, которые человек должен получить за этот поступок, они приходят не сразу. Они могут растянуться на какое-то время. Приведу такой пример.
Вот, допустим, вы взяли, купили на рынке яблоки. Сейчас же сезон, да? Или нет? Да. Или кончился? Начался. Начался. Я недавно был в Алмате, и в Алмате это столица, да, яблок. Не Казахстан, может быть. А Алмата вообще переводится как отец яблок. И в моем детстве, я помню, яблоки из Алматы, они были 600 грамм от яблока весили. Ну, как моя голова была яблоко. И по килограмму тоже бывали. Апорт алматинский. Сейчас таких нету. И представьте, яблоко купили. Хорошее, пахнет, да? Такое необычное. Ну, не совсем, может быть, апорт, да? Может, какой. Вот когда вы его откусываете, какая реакция приходит на этот поступок? А? Вот кто хочет говорить, вы руку поднимайте, я буду видеть. Я просто правильно. Вкус приходит, да? Какой вкус? Давайте представим. Кисло-сладкий такой вкус, да? Вот. Реакция сразу же, да, пришла? Вот смотрите, я буду рисовать это на стиле дальше. Вот вы съели яблоко, да? Совершили поступок. Часть реакции пришла мгновенно. Согласны? Да. Здорово, да, что такое есть? Вот представляете, если бы реакции приходили в будущей жизни. Вы откусываете яблоко, да? А на вас падает... и вкус вы испытаете в следующей жизни. То есть откусили яблоко, а на вас арбуз падает, потому что вы когда-то в прошлой жизни что-то там сделали, вот теперь он прилетел и прилетел. Да? Но не так ведь, да? В жизни не так. Часть реакции приходит мгновенно. Откусываете яблоко, кисло-сладкий вкус, да? Реакции пришли, да? Карма пришла, реакция. Но яблоко оказалось не совсем спелым. Какие реакции придут через полчаса? Заболел живот. Понимаете, да? Заболел живот через полчаса. Смотрите, действие одно, да? Откусываю яблоко, мгновенная реакция, кисло-сладкий вкус. Потом через полчаса заболел живот. Это та же реакция, да? На то же действие. Не сразу, да? Потом оказалось, что яблоко не только не спелое, но оно еще опрыскано. Опрыскано. Короче, к вечеру у вас поднялась температура. Так ведь, да? Это реакция на этот поступок. Уловили, да? А она не только была опрыскана, она еще была заговорена. У меня есть одна знакомая ведьма. Она была ведьма, да. Она была ведьма. Потомственная ведьма, да. Вот. Хороший человек, на самом деле, сейчас. Но вот раньше она занималась всякой магией. Сейчас она духовной практикой занимается. Вот. Ну, все, выкинула уже все нормально с ней. Но она просто рассказывала, как легко человека извести. Ну, чтобы он помер просто. Но это не так сложно сделать. И вот, допустим, это яблоко такое заговоренное, там как-то наговоренное. И вы, значит, откусываете яблоко, первая реакция, кисло-сладкий вкус, через полчаса заболел живот, к вечеру поднялась температура, а на следующий день помер. Хорошая карма, да? Все за один поступок. Один поступок, откусил яблоко. Вот. И бывает, что реакции приходят, их столько много, да, их такой пакет реакций, да, что за одну жизнь не сможешь испытать. Поэтому эти реакции распределяются на несколько жизней. Представляете, что-то делает человек, у него уже приключено несколько жизней. Уже интересно будет жить, несколько жизней. Тут приводит пример из Падма Пурана, это ведический источник. Там приводится история, как один человек, хороший человек, его звали Джанака Махарадж. Его свозили на экскурсию на вот эти вот адские миры, да, чтобы показать, что-то там показать. Ему, он хороший человек, ему больно смотреть, он говорит, ай, за что страдает? Что он мучается? За что такие наказания? Ему объяснили, этот человек соблазнил жену своего лучшего друга. Поэтому он будет привязан к раскаленному железному пруту в течение 1000 лет. Затем родится свиньей, второе рождение. И потом он родится человеком и будет кастрирован. 3 рождения. 3 рождения.
за поступок. Вот это тяжелый камень. Вот. Итак, мы узнали с вами несколько вещей о закономерности. Вот это. Человек совершает поступок. Первое мы узнали, выбирать можно, а вот то, что за это будет, не мы решаем. Второе, мы поняли, что человек совершает поступок, и это необратимо. Третье, что человек совершает поступок, и учитывается все, не-не-не. Это как бы каждого судит, там все учитывается. И четвертое, что реакции приходят какие-то сразу, часть реакций мгновенно приходит. Иначе бы как бы жили, вообще было бы совершенство. Вот. Но часть реакций приходит позже, и если это серьезный поступок, то это может растянуться на многие жизни. Вот. И сейчас вот все понятно. Может быть, есть вопрос? Протест какой-то? Не знаю, да, говорите? Может быть, нет протеста. Хорошо. Теперь идем дальше. Сейчас я вам расскажу то, что обычно про карму никто не рассказывает, новое будет. И вот когда говорят про карму, то все понимают, что есть последствия в форме каких-то приключений в будущем. Да? Совершаешь поступок, а потом приключения в будущем. Но давайте вот новую, вот то, что вы наверняка не слышали, новую сферу закона кармы. Почему человек совершает какой-то поступок? Вы совершаете поступки, да? Почему вот вы сюда пришли? Зачем этот поступок? Желание. Хочется что-то. Мы сами всегда делаем то, что хочется. Или нет? Не всегда. А вот что вы делаете, что вам не хочется? Какие, допустим? Допустим, работать. Вот кто-то говорит, я не хочу работать, а хожу. Тогда я спрашиваю, а почему вы все-таки ходите на работу? Зачем? Зачем вы ходите на работу, если вам не нравится это дело? Нет, допустим, вам не нравится. Но вы говорите, я не хочу, но хожу. Почему же тогда ходите? Жить хочется. Жить хочется. Вот. Почему вы ходите на работу? Мне моя работа нравится. Допустим. Смотрите. Просто мне надо жить. То есть все-таки я это делаю, потому что мне что-то хочется. Уловили, да? Даже когда мы делаем какие-то вещи неприятные, мы их делаем, потому что жить хочется. Да, ради того, чтобы жить, я готов какие-то неприятные вещи делать. Но что двигает мной? Я чего-то хочу. Поэтому мы все делаем что-то, потому что что-то хочется. Если не хотелось бы, мы это не делаем. Жить хочется, умирать не хочется, престиж хочется, уважение других хочется. То есть всегда нами движет какое-то желание. Теперь смотрите, мы вот эту точку 0 берем, точку 0. Первый раз, когда вот этот такой полумесяц, это не рога у него нет, это как бы его ум. Это то, что у него в уме происходит. Так? У него, допустим, в уме, я, конечно, не знаю, что там были какие первые желания самые, да? Но сейчас это не так важно. Мы просто хотим принцип понять. Допустим, у него есть изначально 5 желаний. И эти 5 желаний, они одинаковые. Вот мы всегда делаем то, что больше хочется. Если есть 2 желания, то какое мы выбираем? То, которое больше хочется. И вот, допустим, у него вариант такой, смотрите. 5 желаний, да? И все одинаково хочется. Какой из них выбрать? Ну, выбрать-то надо. И вот эта вот способность выбирать всегда с нами есть. И именно поэтому есть какие-то реакции. Поэтому есть какой-то, судят. Если бы не было возможности выбирать, да, то тогда за что судить? Подтверждать. Знаете, там специальное время для подтверждения. Теперь смотрите, он выбирает, так или иначе, были одинаковые возможности, да, выбрать. Он выбирает, допустим, второе желание. Сейчас будьте внимательны, будет чудо.
Он выбрал второе желание, он совершает поступок такой. Так? Теперь смотрите, за этот поступок у него реакции в форме событий, да? Но также, смотрите, так как он совершил этот поступок согласно этому желанию, это желание, смотрите, оно становится больше. Это значит, что в будущем, когда он сюда придет, ему опять нужно будет выбирать, то, скорее всего, он поступит точно так же. Потому что это желание стало, это называется привычки, да? Это называется привычки. Поэтому на наши поступки есть два вида реакций. Реакции в форме событий, которые нас ждут в будущем. И реакции в форме желаний, которые будут давить на нас в будущем. А если они будут на нас давить, значит, что наша возможность выбирать, она уменьшается, либо расширяется. Это все зависит от того, какой поступок человек, какое желание в себе развивает. Допустим, если это, мы пока не знаем, что такое хорошее желание, плохое желание, да, это мы завтра будем изучать. Но, допустим, если это хорошее желание, да, он его, знаете, маленькое, хорошее, но маленькое. Он его совершает, то оно становится больше. В следующий раз легче будет совершать этот поступок. Теперь, если это дурное желание, он совершает его, желание это дурное становится больше, и в следующий раз, скорее всего, он опять такое самое. Ну, допустим, курить. Первый раз всегда противно. Да? Помните? Первый раз. Все помнят, я помню. Но если продолжать, то потом уже без этого невозможно жить просто. Было противно. Продолжали, потому что, круто же, да? Это не полезно. Оно не полезно, ничего не дает, но круто, просто все смотрят, что я тоже взрослый уже, да? Взрослый и причем продолжать, потом привыкает. И точно так же и хорошее желание, точно так же. Вот этот момент ясен, да? Теперь немножечко я расскажу про сознание. Немного расскажу про сознание. Мы заговорим время уже плотского, да? Перерыв мы должны делать. Если еще. Нет, тогда мы еще, да, но перерыв надо, там вас хотят угостить, понимаете? Вас угостят. Да. Там по плану. Это включено в ваш билет. Давайте немного про сознание, чтобы когда вы будете пить чай, вы подумали над этим. Смотрите, как интересно работает вот это вот сотрудник. Давайте вот эту схему я немножечко еще вот так вот разделю, вот так вот, смотрите, раз. Вот так вот, такую черточку сделаю. Вот эта точка 0, да, у него никакой кармы не было за ним, да? Он первый раз поступил. А вот это его карма учит. Видите? Уже в будущем на него будут давить какие-то неправильные учат. Видите, вот это вот с правой стороны, это его уже будущая карма. Тут не было никакой кармы, никакой судьбы. А вот это его судьба уже. И когда он сюда попадет, на него будут давить определенные желания, побуждающие его как-то поступать. Это называется уже, карма толкает его что-то делать. И с ним случаются какие-то события, которые он ежедневно не записывает, да? Знаете, вы когда ежедневник открываете, да, и там пустая страница, да, пустая страница. Вы думаете, сейчас запланирую. А там уже, знаете, написано кое-что, вы просто не знаете. Вот сегодня я планировал приехать раньше. Вот, и мне еще объясняли, что у вас пробок не бывает. Не то, что вот в Екатеринбурге, да? Но у нас вообще тут пробок. Я думал, нормально, пробок нет. Приехали, почти опоздали. Вот. То есть, понимаете, да? Значит, в вашем ежедневнике уже записаны события, вы просто не знаете. Вот. И вот это вот уже судьба. Вот это судьба. Она будет давить на желание будет на нас давить, и события уже предопределены. Здесь пока ничего нет.
Вот. Я расскажу немного о сознании, как оно устроено. Вот, что, я думаю, это интересно будет для вас. Оказывается, наше сознание с вами если у вас возникают вопросы, вы как-то их, вы же будете спрашивать что-то, нет? Это учитывать нет вообще во времени. Но вы так очень внимательно слушаете. Обычно в других лекциях там все порываются, чтобы спросить тему. Нет, давайте попозже. А здесь я смотрю, вот, есть. Давайте попозже. Давайте попозже, я просто переживаю. Сейчас я материал расскажу, а потом что будем делать. Вопросы же, да, должны быть. Смотрите, вот это вот квадратик наше сознание. Наше сознание. И наше сознание, интересная такая вещь. Информация в нашем сознании записывается не безлично, не, как сказать, не, как это называется, беспристрастно как-то, не сухо. Вот так. Наше сознание впитывает информацию, но там нет сухой информации. Вот в компьютере, вот компьютер, видите, на столе, вот у него тоже есть память, у него тоже там есть информация. Но эта информация записывается на жесткий диск с помощью 0 и единиц. Там гигабайты памяти, но это все гигабайты 0 и единиц. Просто куча 0 и единиц. Если вы хотите что-то там удалить, просто раз удалите, его нету. Но компьютер не возмущается. Ой, не хочу удалять, очень нравится мне. Нет, он так не говорит. Ну, конечно, там всплывает окно, вы уверены? Но это как-то наши проблемы, да? Ему все равно. Теперь давайте попробуем у вас что-то удалить. Ну, человек, который любит курить, говорит, все, не надо курить, нельзя курить. Ну, кстати, я не могу. Так нельзя, даже люди. Я зашел в аэропорту, там была табличка «Нельзя курить», да? И там была, значит, комната для курения. И все нормальные люди там курят. Я захожу в туалет, и там стоит мужик и курит. Я думаю, надо же. И там знак такой стоит, не курить. И он прямо возле него курит. И он не один, второй курит, и третий. Я думаю, что происходит? Милицию позвать, что ли? Потом, оказывается, комнату закрыли, в которой курит. И они говорят, а что делать-то? Курить-то надо? Я не курю в туалете. Можно сказать, а нельзя курить? Он говорит, не могу, уши пухнут. Так говорят, да? Поэтому мы с вами не компьютеры, да? Мы не можем просто взять информацию и стереть. Она нам нравится. Она нам нравится. Или не нравится. Кто-то что-то боится и сказать, ну-ка выкини это. Ой, там страшно. Вот лекции давать страшно же? Пробовали лекции давать? А вы? Страшно же, да? Вот. А что делать с этим? Я не могу, не бойся, не могу не бояться. Боюсь. Вот. Поэтому наша информация, которая к нам попадает, она не компьютерная. Она записывается на эмоции. Каждая на наше какой-то образ, который нам попадает в сознание, он всегда как бы окрашивается либо плюс, да? Плюс значит нравится, либо минус. Понимаете, да? Вот у нас вся информация в нашем сознании. Мы решили еще приговорить еще. 30 минут еще мы поговорим без проблем. Смотрите, значит, вся информация, которая у нас есть, она либо нравится что-то, сильно нравится, не очень сильно нравится, не нравится, ненавижу. Нет безличной информации в нашем сознании. Вот давайте проведем эксперимент. Я сейчас скажу одно слово. Вот, скажу одно слово, а вы прислушаетесь к своему, да. И вот какие у вас ассоциации с этим словом? Как вам это слово? Да? И сразу не кричите только, а вот руку поднимите, я проведем исследование. Приготовились, да? Сейчас я скажу это слово, приготовьтесь. Школа. Кто хочет сказать? Радость, да. Радость, да? У кого еще? Радость. Радость у вас. Тоска, да? Ответственность какая-то неприятная. Ответственность неприятная. Может, какие-то образы возникают, нет?
учительница, Да. класс, да, парты. Ну, и негативные тоже есть. И негативные, позитивные, особенно в начале были позитивные, потом меньше позитивного. Страх. Окей. Потом еще какие ассоциации? Белый фартук. Пионерский галстук. Еще? У вас? Да, у вас. Нет? У вас какие ассоциации? Да. Нравилось вам, да? Вам нравилось? Окей. А у вас какие? У вас недавно же это было? Отрицательно. Недавно перестал сниться сон, когда завтра экзамен, я не готов. А вы сейчас не преподаватель, да? Это как в этом фильме про Ералаш был такой, да? Там маленький мальчик, там что-то Петя в школу, он бежит в школу. Потом опять в школу, уже он бежит, уже с дяденькой, он уже бежит на свой урок. Видите, слово «школа», да? Это не безличная информация. Там есть впечатление, да? Которое вам нравится, не нравится. Вот смотрите, каждый раз, когда мы что-то видим, мы говорим плюсик или минус, нравится или не нравится. Когда много плюсиков, создается большой плюс. И нам это очень нравится. Это называется манией. Хочу очень вообще жить, не могу без iPhone 5. Просто не могу жить. Но как без него жить? Да, допустим. Да, есть такое. Теперь минусы. Минусы, если много, там, один раз его обманули, второй раз, да, купил телефон, он сгорел, третий, пятый, он уже понимает, там, фирма Fly, лучше ничего не покупать. Я был телефон Fly, я его купил, думал, здорово, там дешево стоит, через месяц потух экран, боже мой, вообще. Вот. Когда много минусов, соответственно, один большой минус, это называется фобией. И мы боимся чего-то, очень сильно боимся. И так в нашем сознании есть много-много плюсов, много минусов. И они формируют то, как мы будем поступать. Они обуславливают наш выбор. И смотрите, как эта вещь устроена интересно. Когда вы начинаете какое-то из этих желаний, минус или плюс, сосредотачиваться на этом, да? Ваше сознание сосредотачивается на этом, либо вы начинаете так поступать, либо думать об этом, то эта вещь начинает увеличиваться, она начинает расти. Вот давайте поразмышляем о школе. Вот вы говорите, подняли, нравится. Давайте, что там было в школе. Да классно, когда даже ребенка ведешь в первый класс, там цветов много, да ведь? Цветов. Да. Еще что там школа? Ну, общество. Да. Истории были какие-то? Да. В школе, да. Конечно, были. Ну, что там было хорошего? Первая любовь, да. Вот это вот то, что мы сейчас с вами начали делать, называется медитация. Когда учителя интересные. Интересные учителя. Да. Вот у нас было по химии хороший учитель. Хороший, да. Я помню, мы там химичили. Я научился делать сероводород. Вот. И я был очень вообще по химии. И я что-то там вот такое и под батарею я поставлял еще. И когда заходил там учитель математики, что-то воняет. Кто это сделал? Вот то, что мы с вами стали делать, называется медитация. И когда мы об этом начинаем думать, то вот это вот впечатление начинает увеличиваться. Вот есть такой сайт «Одноклассники». Опасный сайт. Потому что человек, допустим, жил, никого не трогал, у него жена, дети. Вот тут раз нашел первую любовь. Ой, вспомнил. Желание начинает вспоминаться, увеличиваться. Вот, увеличивается, и он уже там будет. Понимаете, да? Смотрите, вот эти желания никуда не деваются. Это интересный факт. Эти желания никуда не деваются. Они могут уйти в подсознание, и тогда их как бы нет. У нас много-много желаний, все впечатления, которые мы видели многие годы, многие жизни, они же находятся в нашем сознании. И они могут совершенно быть невидимыми для нас. Невидимы, но они там есть. И как бы живу, никого не трогал, мне классно, да?
Но тут неожиданно зазвонил телефон. Я ехал в машине с одним человеком, у него зазвонил телефон. И там заиграла музыка в мире животных. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Помните, да? Дроздов вылетел там. Вот. Помните, да, эту передачу? Вот скажите, вы секунду назад помнили о ней? Но она же была с информацией. Но вы не помнили? Но заиграла музыка, вы не вспомнили, у вас появилось желание полетать тоже с Дроздовым. Поняли, да? То есть все эти желания они там есть. И когда мы кого-то ели, кого-то еще что-то делали с ним, дурные впечатления, хорошие впечатления, они все находятся там, в нашем сознании. И наше сознание, знаете, оно подобно вот супу такому. Ну, хозяйки варят суп, да? И когда он кипит, да? Там то картошка поднимется, то морковка, то там еще она бурлит вот так, да? И там внутри много всего есть. Но на поверхности этого сознания иногда что-то такое всплывет там, да? Дроздов всплывет, да? Определенные желания появились, да? Поняли, да? Так вот, когда они появляются, они крутятся, появляются, они влияют на то, как мы будем поступать. И если мы начинаем какое-то желание из них рассматривать, да, оно начинает увеличиваться и побуждает на деятельность. Вот такой интересный момент. Еще интересное с этими желаниями вот какой факт. Об этом говорит Бхагавад-гита, что когда человек исполняет какое-то из этих желаний, допустим, вот это плюс, ему захотелось это сделать, он это делает, и на какое-то мгновение, согласитесь, когда вы поели, да, это желание удовлетворяется, да? Но через какое-то время это желание приходит еще. Оно не повторяется до конца. И на самом деле, там приводится такой пример с огнем. Когда человек кидает в огонь много дров, то кажется, что огонь потух. Все, желание прошло, я удовлетворен, но через мгновение это желание, этот огонь разгорается еще больше. Знаете, есть такое мнение, что для того, чтобы избавиться от какого-то желания, то надо просто его, удовлетворить, разочароваться, и все пройдет. Нет, оно не пройдет. Да, может быть, не завтра вы захотите это снова. Может быть, в следующей жизни вы захотите. Может быть, через год вы захотите. Но это желание вновь всплывет. Вот такая интересная особенность этих желаний. И теперь еще одна важная вещь с этими желаниями. Потом вопросы задать по этому. Если мы делаем то, что больше хочется, да, но как бы раз захотелось скинуть лектора кресло, просто что-то Дроздова тронул нашего. Так нельзя, нашего, да? Захотелось скинуть кресло. Кому-то, я думаю, уже захотелось. Почему же вы не кидаете? А это очень люди отличаются от животных. Животные, они просто делают все, что они рефлекторно реагируют на ситуацию. Рефлекторно. Захотелось, там, лапу поднял, там, помочился. Там захотелось, уснул. Захотелось, поел. Так живут животные. То есть, как только в сознании всплывает какое-то желание, плюс надо делать, минус надо бежать. Вот если так было у людей, да, конец просто цивилизации. Вот так и происходит постепенно. Но у людей есть такая опция, в отличие от животных, в сознании людей есть такая опция, на санскрите называется словом будхи. По-русски разум. Просто слово разум не совсем адекватный аналог слова будхи. И разум, смотрите, какая важная вещь у нас есть. Разум – это то, что такая функция нашего сознания, когда мы выбираем что-то, что для нас самое ценное в жизни. Ценности, принципы, принципиальный человек, да? И он, допустим, ставит во главу самое большое желание, вот из этих всех желаний, он говорит, я считаю, что вот самое ценное это вот это. Допустим, быть хорошим человеком. Я хочу быть хорошим человеком. Вы переводите что-то? Хороший человек.
Хороший человек. Хороший человек. Теперь смотрите, когда человек с такой ценностью смотрит на этот суд в своем сознании, и там что-то всплывает, там вылетает, там кто-то, да, Дроздов, или что-то еще он увидел, то теперь и вот эти желания, которые будут всплывать, они будут говорить, надо так делать. Какие-то будут очень сильно кричать, надо так делать. Но так как у меня есть ценности, я буду смотреть на это всплывание разных желаний с точки зрения, а оно мне надо. И иногда больно бывает. Вот это, знаете, хочется, но нельзя, да? Это вот как раз вот эта вот вещь. Хочется, но нельзя, я силу воли, да, применяю. Вот это функция, это, как сказать, да, функция разума, сила воли. Вот если разум убрать, тогда просто рефлекторная реакция на все. Но сильный человек, это значит, что у него есть какие-то принципы, ценности в жизни. И когда что-то обстоятельства подкидывают ему, что-то возникает в его сознании, он смотрит, а оно подходит под мои ценности. Когда у человека разум слабый, он не может справиться. Что-то всплыло, а сил нет. И вот этот разум, кстати, тоже бывает разный. Потому что это зависит от того, какие ценности человек принял, как свои. В Бхагавад-гите говорится, что есть 3 вида разума. Есть разум, слышали, да? Благость, страсть, да? Как подготовленные, да? Подготовленные. Значит, благость, страсть, невежество. Если у человека разум в невежестве, то это очень слабый разум. Это значит, что он не может бороться против лени, сна, безумия. Просто раз, надо встать, и сил нет. Надо лечь, и сил нет. Нет сил просто. Слабый. Это практически уровень, как у животных. У человека в гуне страсти разум очень сильный для достижения какой-то выгоды. То есть, если надо, ему очень хочется что-то, стать президентом Америки. Он готов не есть, не спать, делать эту грин-карту сначала, потом как бы вот это. Он готов аскезы совершать. Там говорят, может погуляем? Не могу. Я хочу быть президентом Америки, мне некогда. Сильный человек, да? Сильный разум, но для определенных целей. И в гуне благости у человека сильный разум для того, чтобы самосовершенствоваться. Он говорит, я хочу быть хорошим человеком, это для меня очень важно. Слушай, может покурю? Не могу. Это противоречит моим принципам. Может выпьем? Ну как-то нет. Ну ты даешь. Да, сам удивляюсь. Вы видели, да? Про разум понятно, да? Вот. Если спрашивают, а можно ли его усилить? Можно усилить. Есть даже книга, по-моему, у Тарсунова, да? Что там сила разума, да? Вот, как это усилить. Так это немного о сознании. Мы узнали с вами, что сознание, мы с вами, мы, да? Вся информация записанная там, это нравится, не нравится. Там нет безликой информации. И эта информация побуждает нас к каким-то поступкам. Эта информация никогда никуда не девается, она может уйти в подсознание, но она остается. И когда у человека что-то всплывает, хочется это делать. Есть такой элемент, как разум, который может контролировать эту вещь до какой-то степени, в зависимости от того, какие ценности у этого разума. У животных такой функции нет. Они просто спонтанно реагируют на ситуацию и все. Вот. Поэтому, к чему я это все рассказывал, когда человек совершает какой-то поступок, то есть он сосредоточился на желании настолько, что он готов это сделать, то это желание становится сильнее. Это значит, что в будущем она будет на него давить, обуславливая его выбор. Вот такая реакция на наши поступки. Сейчас можно задать вопросы. Это не конец, там еще много всего интересного, но может быть здесь есть вопросы. У вас был вопрос? Да. Забыли. Как задать правильно? Задайте, по-русски я понимаю.
все предопределено. Чем это кардинально отличается от фатализма? А мы же еще не поговорили, что не предопределено. Мы и дальше не будем говорить. Вот Да. извините. То есть пока все фатализм, я согласен. Я же пока только первую часть рассказываю. Я сейчас рассказываю о том, откуда судьба взялась. А потом я буду рассказывать, а что в этом мы можем менять. В этом мы можем менять. Да. Ну, с хорошими все понятно, а с плохими там почему все равно совершают? Привязан, нравится. Привычка возникла. То есть это привычно. Привычка, да. Привычка. Вот так. Курить помните, да? Привычка возникла. То есть оно очень большое, Да, и да. разум не помогает. Ведь сил не хватает. Очень нравится. Знаете, есть такая поговорка, когда очень хочется, то можно. Ну, вот это вот про это, да. Поэтому, когда человек слабый разум, да, то тогда он становится вот, не может контролировать. Он не может контролировать. Если у меня даже желание, Ничего, ну, это я спрашиваю, вот если наши желания и поступки, да, если это желания, которые мы, да, они потом как бы опять придут, то что, вообще ничего не нужно желать? Нет. Надо желать, но тех вещей, которые будут хорошие. Что такое хорошо, что такое плохо завтра? А то вы сразу все расскажете, и не придете еще. если возникло желание, которое я не одобряла, то есть оно, я всегда была против этого, оно возникло, я совершила этот поступок. Это из прошлого, да, мне То есть пришло желание, которое не собиралось, не хотело, не нравится, это против моих принципов теперешних. Оно всплыло, откуда оно взялось. Оно берется из прошлого, и оно берется также, сейчас вам открою еще секрет, оно берется также от общения с другими людьми. Как вы, у вас же есть друзья, да? У всех, да? Вот вы хотите на друзей быть похожими? Да? А вот вы будете на них похожи, потому что вы общаетесь. Друзья, люди вокруг вас, они могут повлиять на то. Смотрите, у вас вот есть свой набор желаний, да? То есть есть три причины, по которым, как говорится, в таком трактате, описывающий астрологию, да, Парашара Муни говорит, почему то, как ведет себя человек, зависит от трех вещей. От того, от его прошлого, да, судьба. Вот он здесь поступил, оно всплывет, раз, всплывает. Вроде никого не трогал, человек стругал свои эти табуретки, да. Вот тут раз такое желание, говорит, надо писать стихи. Чего такое сейчас? Ну да, с прошлого, допустим, всплыло, время пришло, да. Вот. Вторая причина – это общение. Человек с кем-то общается, и у него появляется там, вот он сидел спокойно со своей Nokia, да, черно-белой, да? Никого не трогал, все хватало ему, звонит, алло, работает, батарейка долго держит, ну, вообще классный телефон. Тут пообщался с человеком, он говорит, iPhone 5, 40 тысяч, 5S, 40 тысяч рублей. Без этого жить невозможно. Он смотрит на свою Nokia. Думаю, чувствую себя уродом. И думает, нужен iPhone 5S. Откуда взялось это желание? У него все нормально было. Он был счастлив. Пообщался. И при том, знаете, кто-то, если еще такой одержимый этим iPhone 5S, то это быстро влияет. Он говорит, все, начинает бегать, искать деньги, продавать квартиру. То есть и третья причина, там говорится, это то, что человек решает для себя, что для него ценность. Да? То есть три причины, почему человек так поступает. Первое – это его прошлое всплывает, второе – это то, что с кем-то пообщался, а третье – это его сила воли, то есть то, кем он хочет стать. Три причины, по которым человек так поступает. Поэтому, если какое-то желание всплыло неожиданно для вас, может быть, это из-за того, что в прошлом вы что-то делали. Я вас уверяю, что только вы не делали в прошлом, оно может быть. Там серьезные последствия в прошлом. А может, из-за общения, смотрите. Общение может быть выходом из проблем, и общение может быть
Ухода в проблему. Окей? Еще вопросы? Потому что мы говорили. Я вот немножко запуталась, если взять воспитание детей, да, с стороны родителей. Вот, например, вот у Олега Геннадьевича есть такой пример, когда ребенок, к примеру, наркоман, ну, уже взрослый, да, и что мы должны вроде как служить ему и вообще его не трогать, у него это пройдет, то есть как бы и чем больше ты ему служишь, тем больше он тебя слушает в итоге. Вот. Но тут получается, что как бы у человека, как бы у ребенка, у него возникает желание, то есть все больше и больше он опять возвращается как бы к тому же, чтобы получить какое-то... Ну, не обязательно наркоман, то есть что-то еще. Окей, да? И вопрос? Вот, и вопрос получается, то есть родителям все же нужно как бы предотвратить это, ну, чтобы не появился вкус или как-то. Или, или, ну да, то есть закрывать дома там или что. Ну, то есть не пускать, допустим, ребенка на дискотеке там или как. Такой сложный вопрос. Сложный вопрос. Вообще, как ребенку привить хороший Сложный вопрос. нашей жизни. Я сейчас не буду на него отвечать. Ну, давай. Это правильный, практичный вопрос. Да. Вот. Я могу как бы принцип объяснить, но как этот принцип применить конкретно в этой ситуации, у меня нет опыта. Вот. Принцип такой, смотрите. Надо спросить у тех, кто вырастил детей. Вопрос был такой, что ребенок дурные привычки развивает. Ну, там, наркоманы или начал. Ну, это еще не развивает, но вообще... Уже тенденции начались. И, соответственно, как бы, что мне делать? Что мне делать? Ну, как бы, запретить. Что вообще родителям делать? Что родителям делать? Ну, то есть, это тема дети-родители. Ну, то есть, я не специалист в этой теме. Принцип могу такое объяснить. Ну, что, ты уже идешь чего туда же? Да, правильно. То есть, то, что вам Олег Геннадьевич посоветовал, что, значит, он хочет, если он будет это делать, привычка будет развиваться однозначно. Но просто запретить, да, особенно если взрослый уже человек, понятно, маленький ребенок может закрыть, это понятно. Но если ему уже 19, ему уже не закроешь. Нужно закрывать маленького ребенка? Как от какого-то возраста можно. Да, не давать там, запрещать, да. Ну, короче, это длинная тема. Посмотрите, я вам завтра лист принесу, послушайте просто. Называется «Как помочь человеку». И я этот принцип там объясняю, как помогать так, чтобы они не обижались. Потому что тут, когда мы порой помогаем, да, в руки чешешь, помочь кому-то. Ну да. Смотришь, думаешь, как мне помочь? Страдают же так вообще, страдают, а я знаю, как помочь. Вот, начинаю помогать, они нас хуже становятся. Вот как помогать так, чтобы они хотели принять эту помощь и принимали, вот в этом диске я принесу вам завтра. Просто посылка должна запутаться. Ладно? Сейчас не будем эту тему перебирать. Сейчас у нас будет перерыв, и через 15 минут будет продолжение. Итак, пока все было очень фаталистично, Виталий, свистит микрофон. Кто у нас? Как его здесь? Ой. Пока у нас было все фаталистично, не случайно даже вопрос возник, да? Что-то все пока печально. Вот, я вам уверяю, что есть свобода, все нормально, узнаем все это. Вот. Но мы разобрались только, я сделал все мы узнали только с вами первую часть, да? Разобрали, так с точки 0, была точка 0, когда первый раз был совершен поступок, и мы с вами узнали, что за каждый поступок 2 вида реакции. Так? Один вид реакции в форме событий, которые мы получим, да? Вторая форма реакции – это желание, которое будет влиять на наш выбор в будущем. Вот это, я думаю, новое было, да, для многих из вас. Так вот этих вот реакций в форме желаний и в форме событий, их очень много. И я вот нарисовал вот такую замечательную, надеюсь, виноградную гроздь, да, похоже, да? Расстарался, да? Расстарался. Вот виноградная гроздь. И вот эта вот виноградная гроздь, она где-то висит. Сейчас вот не спрашивайте, как это, кто это. Есть много такого, что мы
не понимают. Тонкие энергии, тонкий мир, да? Вот. И вот эта вот вся судьба, все реакции за многие-многие жизни, они есть. Их просто не видно. И вот те реакции, которые не видно вообще, никак в нашей жизни сейчас не проявляются, так глубоко они сидят, что никак не проявляются, называется словом, видите, я написал специально, кто записывает, апрарабда называется. Апрарабда означает непроявленное. Это значит, что эти реакции в этой жизни не придут. Мы их не увидим. Они есть, но их не видно. Их там много. Теперь, когда вот эта вот одна виноградина как-то отсчитывают ее, да? Вот эта вот одна виноградина называется, это одна жизнь. Знаете, скомпоновали там, набрали там реакции, да? Сделали такую виноградину большую и дают, или крест, да, это называется? Дают это человеку. И вот когда он начинает грызть эту виноградину, это называется рождение. А когда он ее съел, это называется смерть. Видите, как все не романтично. Мы так думаем, родился, он начал есть свои реакции. А когда он их съест, то это смерть. И как спрашивают, а если он все это уже съел, что дальше? А там еще есть. Бесконечно. И при том, пока он живет, ее ест, он еще совершает поступки, это еще больше там увеличивает этот. Короче, там много. Это все земные воплощения? Не, подождите, я все там дальше буду говорить, там сразу спрашивают, а можно все убрать там, да? Мы дойдем до этого момента, просто я хочу, чтобы мы разобрались, где же мы можем влиять. Теперь давайте, вот эта вот одна виноградина на одну жизнь, она называется словом, это, если это апрарабда, непроявленная, да, то это называется словом прарабда. Прарабда значит, это то, что в этой жизни с человеком произойдет. И вот эта прарабда карма, вот на руках она написана, да, в гороскопе она написана, на лбу она написана, в зеркале мы ее видим, в зеркале ее видим. Вот эта прарабда карма, это значит то, что будет происходить с человеком в жизни. Допустим, там написано, что когда ему будет 5 лет, у него будет, что это будет? Машинка, да. Бентли, маленькая Бентли. А когда ему будет 40 лет, у него будет большая Бентли. Уловили, да? Или, допустим, он будет, когда ему будет 40 лет, он будет генералом 40 лет, да? Понимаете, да? 40 лет генералом будет. А когда вот, смотрите, он родился и вообще там кричит, даже погон некуда представить. А будет генералом. Будет генералом. Но в 40 лет. И вот эти вот события, они уже в жизни есть. Вот там 5 лет у него маленькая Бентли, 40 лет он генерал. Вот. Соответственно, в 5 лет у него какие желания всплывают? Поесть там. Мама там была, да. А в 15 мамы чтобы не было. А в 40, вырастить. Как же ожидать маму, да? Уловили, да? То есть вот эти желания, вот этот выбор, желания, они приходят в определенные периоды жизни, определенные, да? Вы представляете, если бы не было детства, вообще было бы жесть. Представляете? Значит, рождается, и сразу у него вот эти вот желания быть генералом, кусать там кого-то еще, да? А у вас получается вот это детство, это спасение. Потому что в это детство ему можно помочь, чтобы когда эти потом вылезут эти желания, чтобы он как-то и правильно с ними обходился. У животных детство быстро кончается.
А они сразу раз и взрослые. Вот. Теперь смотрите, это, значит, событие, это желание. И пока все предопределено, видите, да? Предопределено. Сколько лет будет жить, говорится, сколько богатства у него будет, насколько он умный будет, да? Это все предопределено среди. Здесь желание. Теперь где же выбор? Вот, смотрим дальше. Давайте я, может быть, хотя бы видно, да? Значит, вот здесь мы находимся. Теперь смотрите. Я могу, вот у меня выбор есть. Вот это вот выбор, который там может быть показан, да? Но даже среди вот этих желаний, да, я могу выбрать. Так? И когда я выбираю, допустим, я могу так или вот так поступить. Я выбираю вот это желание, да? Совершаю вот этот поступок. Лопата тут, да, опять. И теперь смотрите, часть реакции приходит мгновенно. Так? И эта часть реакции, она накладывается на те реакции, которые я получить должен с прошлого. Так ведь? Часть реакций приходит позже, они тоже накладываются. Часть реакций могут в следующей жизни быть. Так вот, видите, и желанием что получается? Тут у меня какие-то желания по карме, да, но я выбрал вот это, да? А это повлияет на это. И там как будто вариант поменяется. Может быть, вы видели калейдоскоп, да? Там вроде бы не так много вариантов, да? Как их называется? А сколько? 15, 16. Но там сколько вариантов, да, может быть? И вот вроде бы тут немного, да? Но вы выбираете что-то, это влияет на то, там раз меняется. Тут меняете что-то, там еще может поменяться. И вот, допустим, вначале судьба была такой, да? Но чем ближе к концу, да, тем более непредсказуемо, что там будет. Потому что же мы постоянно делаем выбор, да? И этот выбор влияет на нашу судьбу. Вот это вот называется словом криямана карма. Криямана карма – это карму, которую человек совершает в этой жизни, и чьи последствия влияют на мою прарабдха карму. И вот в этом наш выбор. Теперь, если мы еще, вот я хотел этот момент сильно подчеркнуть, мы уже стали об этом говорить, но я еще раз об этом скажу, что то, какие желания здесь, да, это зависит от того, какая карма у меня, да, а также с кем я общаюсь. Особенно детство. Особенно детство, пока ребенок еще не сформировал свое эго, когда он еще восприимчив, да, то очень сильно можно помочь человеку. Потом, когда ему уже 19, он там проснулось желание из общения стать наркоманом, уже сложно что-то просто, да? Но пока он маленький, можно очень много хорошего туда вложить. Это поможет. Но даже когда мы взрослые, да, общение очень сильно на нас влияет. И нужно быть аккуратным тем, с кем мы общаемся, что мы воспринимаем, потому что это будет влиять на то, как мы будем поступать. Я потом еще про общение расскажу историю, пока посмотрим дальше. Да? Теперь смотрите, вот из-за общения и из-за его кармы у него есть варианты какого-то выбора. Он выбирает, и эти реакции будут накладываться на его судьбу. Давайте посмотрим, какие варианты сочетания могут быть. Кстати, кого мы называем человека, у которого хорошая карма? Какой признак, что у него хорошая карма, что ему везет? Счастливчик, да? Да, счастливчик это кто? У него что есть? Мы называем, у него карма-то классная. Везет ты ему. Как мы понимаем это? В чем везет ему? Удача. Удача это в чем? А что такое удача? Что-то сделал немножко, ему много пришло. Много благочестия, благочестия. Да. То есть что у него есть? Вот у меня много благочестия. Счастье. Откуда вы знаете? Приятно просто быть. Значит, давайте посмотрим. Вот если у человека много денег, это повезло? Как знать?
Нет, да? А если у него мало денег, повезло? Нет. А что же тогда повезло? Повезло, как эти деньги расходовать? Не. Смотрите, вот мы говорим, у человека хорошая карма. Здоровый человек. Здоровый. Устраивает вас, что если человек здоровый, это легче жить ему будет, да? Да. Молодые молчат. Здоровье, да? Допустим, если у человека хорошее здоровье, мы говорим, это удар, это награда, да? Еще мы что называем наградой? Хорошие отношения в семье, да? Это награда, да? Хотя тоже не факт. Ну, такой награда. Что еще называете хорошая судьба? Хорошая работа. Деньги. Все-таки деньги это хорошее. Все говорят, да, деньги не так важно. Ну, отдайте когда. Нет. Не отдадим. А что ж, не важно же. Да? Хорошее материальное положение. Социальное положение какое-то. То есть социальное положение, если это человек из аристократичной семьи, да? Представляете, родиться в аристократичной семье. Вот вам, чтобы квартиру купить, может, жизни не хватило. А он уже родился в хорошей квартире. Он уже родился, у него Бентли, не маленькая. Но это уже потом может быть. Но по факту же у него награда, у него есть богатство, у него есть положение, его уважают. Он наверняка хорошее образование получит. Образование это награда? Да. Правильно же? Если я знаю, как айфоном пользоваться же, я могу им пользоваться. А если не знаю, я думаю, что это для того, чтобы дверь подпирать. Если я знаю, как деньги зарабатывать, я же могу заработать их. А если я не знаю, как в России деньги зарабатывать, я не заработаю их. То есть знание это награда. А красота это награда? Красота это награда. Вот. Это называется человек с хорошей кармой. Ну, то есть плюс у него есть. Знание тоже хорошая карма. Если человек мудрый, это хорошая вещь. Теперь, а дурная карма? Больной, некрасивый, глупый, нищий, да? Дурной характер, да, с дурными какими-то, такими штуками. А, кстати, хорошая карма, мягкий характер может быть, да? Какой-то. Вот это уловили, да, примерно? Хорошая карма, это когда вот все, ничего нет. Народ, все есть. Плохая карма, ничего нет. Ничего нет. Ни знания, ни богатства, ни мозгов, ничего нет. Теперь какие сочетания, допустим, какие сочетания могут быть? Какие сочетания могут быть? Для начала расскажу историю. Однажды, у вас тут Арбат есть, да? Да. Как он называется? Киров. Киров. Там люди гуляют, да? Встречаются, да? Магазины там, да? Вот, значит, идут два друга идут по Кировской улице. Гуляют, вот, как обычно все. И тут неожиданно они видят, появился новый павильон, не магазин, павильон. Написано «Индийская астрология». Ну, интересно, что такое, да? Заходит туда, там сидит серьезный человек, книги большие, не книги, компьютерная программа. Серьезный человек, человек, индус, мудрый, смотрит, свет от него идет такой. И он говорит, вы что, правда можете судьбу сказать? Я говорю, да, цена 10 000 рублей. Они переглянулись, окей. И он составляет, значит, гороскоп, говорит ему очень серьезно, знаешь, в следующем году ты станешь мэром Челябинска. А у него неплохая карма была, действительно. Он родился там, у него бедных родителей, там власть, там все такое. В принципе, мог бы быть, да? Вот. Карма хорошая, плюс у него, плюс. То есть у него по карме плюс. Он говорит, да, хороший, может быть, так и будет. А второму говорит, похоже, тебе год остался жить. Ты больше года не проживешь. Обычно астрологи не говорят такие вещи. Да. Неэтично. Но это был необычный астролог. Они заплатили 10 000 рублей, они там пробили чек, все, гарантия. Через год они гуляли. Не знаю, тут вот есть типа там какие-то древний город, был когда-нибудь здесь? Там викинги или кто там были? Там Арии.
арии были, вообще арии. Отсюда же пошла ведическая тема. Ну, понятно, да, вот это вот. Они там гуляли, значит, там тоже как-то экскурсии приезжают, ну, денег много. Вот, они гуляли, и тут вот этот будущий мэр, он спотыкается, падает и смотрит, что он споткнулся, такое кольцо такое, кованное, вот, чугунное, медное кольцо, блестит, зеленое, старое, зеленое. Смотрит, а тут сундук оказался. Они откопали, да? Оказалась крышка сундука. Ну, такой сундук. Вот. Открывают, ну как-то они там ковыряли его, открывают, а там что там? Золото, бриллианты, вот. Кредитные карточки Сбербанка. Свет идет. Ну, он думает, вот оно, пошла судьба. Как раз на предвыборную кампанию. Предвыборную кампанию. Как раз нужно же, да, было? Мэром же, да? Я так обрадовался, думаю, надо же, не зря мы, хороший человек это строил, все правду сказал. И там где-то в кустах был этот наркоман, про которого вы говорили. Вот. И он увидел, два пацана там, целый сундук денег, золотые монеты, сплести все, думаю, сейчас убью и заберу. Надо отобрать. Выскакивает оттуда с этим саблей, зачем там выскакивает? Саблей, выскакивает саблей. И второй, его друг думает, ну, все равно помирать. Остался год, вот как раз год подходит к концу, хотя бы сделаю что-то хорошее для жителей человечества. Спасу мэра. Он, значит, стал грудью вообще защищать своего друга. И тот, значит, в него воткнул этот, меч, саблю, там крики, а там как раз экскурсия подъезжала. Вот. Люди вышли, прибежали, что случилось. Значит, этот наркоман убежал. Тот, конечно, ранен, но не умер. Его положили в больницу, в реанимацию, откачали, выжил. А тот с этим сундуком, все-таки не хватило ему на эту программу предвыборную, мало. Они приходят к астрологу. Говорит, мужик, мы деньги заплатили. 10 тысяч рублей. Что такое? Ну это хорошо, конечно, что тот не помер. Но я-то не мэр. Что-то тут у тебя такие предсказания не очень. Значит, смотрите, у него одного был плюс по судьбе, да? Он хороший, собственно, родился в семье, и в принципе там, могу это получить. У другого был минус. У него был минус. Короткая жизнь, да? Насильственная смерть – это всегда результат каких-то прошлых грехов. И вот они говорят, что такое, почему не так? А он спрашивает, а что вы стали делать, когда вы вышли? Тут оказалось, что вот этот будущий мэр, он уже начал гордиться тем, что он мэр. И он начал как бы, объяснять всем, кто мэр, будущий. Начал как-то много, оскорблять других, как-то неправильный поступок совершать. И в итоге, то есть он что стал делать? Минус. Он стал минус делать. И что он получил? Плюс-то он получил. Но также и минус, да? Вот это было сочетание. Минусы и плюсы. То есть деньги он нашел, но мэром он не стал. Не хватило на предвыборную кампанию. Теперь у этого был минус. Он вышел и думает, остался год жить. Надо что-то делать хорошее. И он стал что-то стал на лекции ходить по коррекции кармы. У вас хорошая аудитория, я обычно так не смеюсь с ним. Это нормально, он просто от вас идет, это меня не виноват. Это ваше влияние. Да. Все так серьезно. Серьезная тема вообще, а вы такие серьезные. И в итоге что? В итоге он, конечно, пострадал, но
ближе к вполне. Вот. Вот это называется наложение двух карм. Прошлый, да, прарабдха кармы и криямана кармы, которую мы сейчас. Вот в этом наша свобода. Говорится, до 25% можно менять. И этот выбор, как бы эта возможность к изменению, она увеличивается по мере того, как человек, если он совершает положительные поступки, его возможность выбора расширяется. Если он совершает отрицательные поступки, возможность выбора сокращается. И у животных нет выбора, у них нет кармы, поэтому это форма жизни, в которой нет выбора. Поэтому там они карму не зарабатывают, потому что выбирать нечего. У людей, даже у самых, как сказать, самых, у них есть выбор между одной рюмкой и двумя хотями. Уже выбор есть. И уже будут разные, либо расширяться будут, либо сужаться. Мы рассмотрели с вами два варианта, да? Когда был плюс, давайте пойдем теперь все. Когда был плюс, по сути, да, и минус. Вот первый вариант, да? Хорошая прарабдха карма, рождение, способности. Но этот человек, так часто бывает. Вот почему вы сказали, что деньги портят, да? Вот. Это не факт, что это. На самом деле, если у него много денег, это хорошая вещь. Но просто он может эти деньги использовать неправильно. Вообще, вот эти вот плюсы, если у человека много хорошего, да, есть, талантов, богатства, способностей, да, каких-то, это ему дается за его то, что он хорошие вещи совершил. Но и задается для того, чтобы он имел возможность еще больше сделать хорошего. Видите, человек серьезный, можно доверить. Да, мы же доверяем серьезным людям. Дети, когда вырастают, даем больше. А если начинают неправильно пользоваться, мы теряем, да? Что навредить себе. Маленькому не даем, потому что он не понимает. Так вот, если человеку дается богатство, и он эти богатства начинает минус, да? Использовать для каких-то дурных вещей, то в итоге меньше становится. Вот этот вот вариант плюс-минус, это тот вариант, когда люди говорят, почему такие негодяи живут так хорошо. Почему они живут так хорошо? А почему же они негодяи? Так получилось, да? Так получилось, либо из-за того, что пообщались с кем-то, спрашивают, почему, если они такие благочестивые, да, допустим, почему же они такие нехорошие вещи делают? Это может из-за дурного общения. Пообщались с неправильными людьми, и они скатились. Допустим, один вариант. Это не единственный вариант, почему это происходит. Допустим, вот такой вариант. И люди начинают переживать, почему так несправедливо? Да все справедливо. Все справедливо за прошлое, они вот сейчас в таких условиях находятся. Но если они совершают что-то неправильное, во-первых, уже будет меньше, чем положено. А что будет в будущем? Там есть кому подумать о справедливости, можете не переживать. Там все учтут. Все помнят. Там все помнят вообще. Все помнят. Вот этот вариант плюс-минус, хорошая прошлая карма, дурные поступки в этой жизни. Деградация. Какой еще вариант у нас есть? Плюс и плюс, да? Это когда у человека хорошая карма, богатство, красота, знание, отрешенность тоже, такая, говорится, это тоже плюс. И он в этой жизни совершает хорошие поступки. Что будет? Еще больше. Больше, чем по судьбе положено. Здесь у него будет меньше, чем по судьбе положено. Жить будет меньше, еще что-то будет меньше. Здесь у него будет больше, чем по судьбе положено. Еще больше. Я вдруг вот сейчас в этом, куда-то город какой-то, запад, город был. И мне понравился этот человек. Он, знаете, такой, все время что-то отдает. Давай вот это, раз, давайте вам куплю, давайте мы это организуем, давайте мы вот это. Я готов вас отвести, я готов вас принять. Вот все время такой человек отдает все время. Я думаю, и я на него смотрю, ему все время кто-то что-то дает. Он отдает, а он опять приходит. Чем больше дает, еще больше приходит.
Я, конечно, от него очень сильно воодушевился, но, наверное, надо отдавать тоже. Начало хотя бы. Вот. Плюс, значит, у него есть что отдавать, он это отдает, помогает, лучше делает, в итоге судьба становится еще лучше. Какой вариант у нас еще есть? Есть такие примеры людей, которые по рождению в хороших условиях, а еще лучше начинают себя вести. Правильно, какие-то всплывают какие-то имена в голове, да? Ну, царь Николай II там тоже много делал. Много делал. По рождению делал много, а жизнь сократили. А может быть так же? Окей? Будда, наверное. Будда, да? Был царевичем, да, хороший пример. Был царевичем, ну, вообще не знал никаких страданий, проблем никаких не знал. Принцесса Диана. Но в конце концов он еще больше обрел, да? Кто? Прям принцесса, мать Тереза. Мне нравится этот пример, что, смотрите, ну, вера в Бога — это тоже богатство, кстати. Она тоже результат благочестия. В итоге она святой стала, да? Практически святой. Теперь другой вариант какой есть. Минус, да, может быть, да? И плюс. Вот это вот наш вариант, который нас интересует. Минус, значит, дурная карма. То есть совершили, может быть, прошлое, не обязательно прошлую жизнь. Допустим, в школе совершили какой-то поступок, сейчас пришли реакции в форме, ну, проблем, да? Испорченных отношений, еще чего-то. Вот. Минус — это значит плохие последствия, но я сейчас могу делать какие-то правильные вещи, это будет влиять. Это тот вариант, это как раз тот вариант искупления. Когда человек делает хорошие вещи, это нейтрализует, это негатив. И у меня перед глазами пример одного человека. Мы пришли в какой-то двор, ну, привели в гости. Там двор такой, как это называется, когда дома вот так стоят, и там внутри дворик такой. Колодец называется, нет? Вот, мы пошли в такой дворик, но это не были вот эти новые дома, это какие-то старые дома, там такой вот подъезд, проходной двор, да? Вошли мы туда, и там красота. Какие-то поделки, вот, какие-то там, вот их называют, качели, мостики какие-то, газон, все красиво так, но непривычно. Руками все сделано. Вот. И оказывается, там живет один человек, вышел этот человек, ну такой пожилой мужчина, страшное лицо вообще. Франкенштейн. Как будто не на месте все. И как нам объяснили потом, он был на войне, и ну, как бы изуродовала его война. Его там пришили, конечно, что-то там. Но как-то так страшно было. И он от депрессии запил. Ну, скатывался ниже и ниже, он деградировал, ну, до бомжовского состояния. Вот. Но какой-то хороший человек, пообщался с хорошим человеком, сказал: у тебя же золотые руки, что ты ерундой занимаешься? Ты как-то, ну, тут дети живут, ты как-то им займись детьми. И он стал детьми заниматься. Это лучший друг тех детей в том дворе. Вот они с ним вот эти все скамеечки, качели, все своими руками делают. Это самое интересное занятие для этих детей. И он счастливый ходит. Перестал пить. Нет депрессии. Ему есть зачем жить. Ну, дети счастливые стали. Вот это минус плюс. Да? Нейтрализация. Хотя, видите, лицо не уже не поменяешь. Но жизнь поменялась. И последний вариант — это минус и минус. Это когда человек родился в какой-то криминальной атмосфере, да? Вот. И говорит: а что делать? У нас все так живут. Все так живут. И стал еще хуже, хуже и хуже. У меня знакомый, он уже умный, в детстве, ну, во дворе жил, как сказать, товарищ, да? Он мне на год был старше. И он, как сказать, связался с компанией, да? Вот. Его посадили в тюрьму. Ну, то есть у нас, не, как сказать, не самый благополучный район, было понятно, что ну, там, не по хорошей карме родились.
И он, значит, естественно, там по ночам, что-то они собирались, его посадили в тюрьму. Когда он оттуда вышел, это был другой человек. Это был законченный негодяй. И он не дожил до 20 лет. Его свои же убили. Ну, потому что вот эта вот тенденция, она все больше и больше проявлялась, и в конце концов до 20 лет прожил. Минус. Не поменялось вкусно. Вот 4 сочетания, которые могут быть. Вот это прошлое, наша судьба, а вот это поступки, которые мы совершаем в настоящем. Что-то еще хотел бы сказать. Давайте я еще раз нарисую эту картинку финальную, да? Вот это судьба, вот это событие, вот это выбор у нас, который есть. Вот. Мы узнали с вами, что судьба существует, согласно Ленину. И она на нас свалилась. Вообще это жизнь, она уже все запрограммирована. Вот. Уже желания определенные, события. Но мы можем выбирать из этих желаний. И от этого будет зависеть, что мы будем делать. И это будет либо ухудшать нашу судьбу, либо улучшать нашу судьбу. Это будет увеличивать наш выбор, либо уменьшать наш выбор. И еще подчеркну вот этот раз, этот момент, что вот на этот выбор, который у нас есть, влияет не только, что нам по судьбе положено, но очень сильно влияет то, с кем мы общаемся. Смешную историю вам обещал рассказать. Однажды, это в Индии было, однажды у царя, одного индийского царя, называют Махарадж, у него дочь была на выдании, и она начиталась книжек. Говорит, хочу кого? Принца. Нет, она хотела не принца, она хотела святого. Хочу замуж за святого. Ну, дочь любимая, что-то надо делать. Ладно. Я он, значит, сделал рассылку. Пригласил всех святых. Святые бывают двух категорий. Женатые и не женатые. Монахи есть святые монахи, которые дают обет, что они никогда не будут жить семейной жизнью. И есть святые, которые живут вместе с женой. И в Индии так, что раньше было, сейчас нет. Раньше было такое, что могли, у человека могло быть несколько жен, многоженство. И он, значит, созвал всех святых, не объяснил зачем, говорит, ну просто надо приехать. Вот приехали, там толпа организовалась большая. И мимо этой толпы проходил один карманник. В Индии там по любому поводу собирается толпа, их же там 1,5 миллиарда, в 10 раз больше, чем нас. И там раз толпа, а мой дом как раз можно по карману пошариться. Тоже одел одежды соответствующие, или снял, наоборот, не знаю. Ну как-то так, под цветовым прикинулся, и туда раз, нырнул. И тут царь заявляет: дорогие мои святые, очень рад, что вы пришли. У меня такая необычная просьба к вам. Хочу, чтобы вы взяли мою дочь с женой и полцарства, там заправки, Лукойл, придачу. И вот те, которые были монахи, просто встали и ушли, не стали вообще. Те, которые были женатые, подумали, ну неудобно, царь, хороший человек, вот как-то грубо будет, если мы так вот уйдем. И он просто, они остались, он стал лично подходить к каждому и говорить, ну что, возьмешь дочь и полцарства, ну, Лукойл с собой, твоя фирма. Он говорит, да, ну хорошее, конечно, предложение, но у меня вот уже есть жена, нам все хватает, у меня просто нет времени, вот Лукойл, там жена моя как-то,
решать там что-то. У меня нет времени, я вот тут читаю Писание, я тут преподаю в школе. Времени на это. Извините, пожалуйста. Не могу. Ко второму подходит, он примерно так же объясняет. Этот вот стоит, вы знаете, вот, ну, челма дыбом. Ну, повезло, боже мой, только бы до меня дошло. Я уже знаю, что ответить. Это же работать не надо больше. Знаете, когда он такой, ну как возможно, я не могу, понимаете, ну как бы, ну сейчас цель другая жизнь. У меня хватает всего, у меня все есть, вот тут у меня есть похлебка своя, а больше ничего не надо. Третьему, пятому, 20-му, когда наконец он дошел до этого вора, он уже предлагал не полцарства, а 2/3. Неожиданно вор заявил: да кому нужна твоя Лукойл? Кому нужна твоя принцесса? Нам некогда Богу молиться, нет времени у нас на это. Сказал, а сам потом подумал, надо же. Я даю вообще. Почему он так сказал? Общение. Вообще. Поэтому общайтесь с хорошими людьми. Видишь, потребностей будет меньше. Потребностей к дурным вещам будет меньше. Хорошо, где взять силу? Общение – хорошая вещь. Общение позволяет нам деградировать, общение позволяет нам прогрессировать. Вопрос – выбирать общение. Вот. И завтра мы пока не знаем, что такое хорошее общение, плохое, пока не знаем. Что такое хорошо, что такое плохо, мы не знаем. Завтра будем говорить о том, ну, то есть если мы выбираем хорошее, будут хорошие последствия. Но что такое хорошее? Что такое хорошее желание, хорошие поступки, относительные же вещи. Но завтра мы будем это вычислять, исследовать, вот, и вы узнаете универсальное определение хорошего и плохого. Вот, сейчас можно задать вопросы. Вот, про карму. Да? Пожалуйста, вернее, раскройте понятие общения. Как, например, вы общаетесь с таким количеством людей, он на вас не влияет отрицательным образом. То есть как общаться с людьми, да, чтобы оно не влияло на нас отрицательно, да? Хотите эту тему, да? Значит, есть два вида общения. Есть социальное общение, есть близкое общение. У нас есть такая опция, у нас там есть такой переключатель сердца. Социальное общение, близкое общение. Близкое общение – это когда я очень сильно хочу перенять то, что у человека есть. Мне нравится этот человек, мне нравится, что у этого человека есть. И я хочу у него научиться этому, ну, либо я хочу поделиться чем-то, ну, близко общаюсь, да? И вот это самое сильно влияющее общение. То есть, когда мы с кем-то по душам, да? По душам означает, ну, я с открытым сердцем хочу принять или что делюсь, да? Вот это самое сильное влияние оказывает. И вот заметили, что хозяева похожи на своих собак, а собаки на хозяев. Так есть общение называется. Я как-то там сказал это на лекции, и одна женщина такая счастливая показывает на своего пуделя, говорит, действительно похож. Близкое общение. Мы начинаем учиться принимать от человека что-то. Близкое общение. Социальное общение означает, что мы не принимаем внутрь то, что идет от этого человека. Вернее так, мы меньше принимаем. Все равно невозможно вообще не принимать, да? Но принимаем во много раз меньше. Так вот, когда вы не хотите у кого-то перенимать, да, вы переключаете социальное общение. Не надо, проникать в него, не нужно принимать. Но это, конечно, сложно. И единственный вариант, как можно не попасть под влияние дурного, да, если у вас где-то есть близкое общение с хорошими людьми. Понимаете? Потому что мы не можем все время ходить с выключателем в социальное общение. Мы же хотим где-то быть, дома.
где-то с друзьями быть. Поэтому с кем-то придется это сделать. Так вот, чтобы на вас не влияло какое-то негативное, да, общение, то у вас должно быть какое-то близкое общение с хорошими людьми. Это защитит. Понятно, да? Ага. Да. В случае, когда общение влияет на человека, если мы говорим о том, что отрицательно влияет один человек на другого, соответственно, этот человек должен влиять на него положительно. Правильно? Один прогрессирует в этом случае, а другой регрессирует. Так вот, возможно управлять этим процессом, чтобы этот, который прогрессирует, продолжал прогрессировать, а этот прогрессом не занимался. Смотрите, если два человека, один положительный, другой отрицательный, да? Допустим, такой вариант. Там может быть так, что этот минус станет этот плюс, а он тоже станет минус. А может так, что этот плюс сделает того плюса. Как это сделать? То есть, если вы даете, если этот плюс дает общение, в смысле, а тот хочет принять, он будет возвышаться. А если он не хочет, он не будет продвигаться. Да. Если этот плюс пытается ему что-то дать, а вместо того, что он не берет, а наоборот ему что-то дает, то он вот так. Чтобы вот этот прогресс происходил, нужно, чтобы вот тот, кто слабее, он бы хотя бы чуть-чуть захотел. Вот как это облегчить вот в этом семинаре, как помочь человеку, я завтра привезу, может, посмотрю. Да? Скажите, а общение предопределено? Замечательный вопрос. Давайте я эту тему рассмотрим. А общение предопределено? Вот то, что вы здесь оказались, случайность? Нет. Не случайно, да? Смотрите, я сейчас объясню, почему вы здесь оказались. Когда-то давно у вас было по какой-то причине желание такое, хотелось бы чего-то такого необычного, эзотерического. Помните? Появилось вот у вас первое желание, хочу чего-то эзотерического. Вы совершили поступок эзотерический. Вы купили, не знаю, книгу какую-то, да? Прочитали эту книгу, и вы захотели, да, хорошо бы пообщаться с такими людьми. Итак, смотрите, то, что вы оказались в обществе вот этих вот людей, да, причина в том, что вы почитали книгу, а там было написано, лекция про коррекцию кармы. Допустим, мы так упрощаем. Поэтому вы здесь оказались потому, что вы совершили поступок, притом в этой жизни. Не обязательно в прошлой жизни. Давайте попроще вариант. В этой жизни вы что-то прочитали, и вы, там был билет, реклама, и вы оказались здесь. Это не случайно же, да? Какова причина этого? Ваше решение здесь. Так, предопределено ваше, да? Но это произошло в этой жизни. Теперь вы общаетесь, вы с этими людьми встретились, да? Здесь вот 100 человек. Так? Но вы можете же, у них, их же несколько 100 вариантов, да? Чего нужно взять? И вы опять выбираете, чему у них научиться. Вы можете посмотреть на меня и научиться у меня каким-то дурацким словам, да? Мужик там, да? Какие-то шутки, муфли, да? Можете это принять. Вот вы получили общение. А можете принять что-то другое от меня. А может от соседки что-то принять. Смотрите, вы же не случайно оказались вместе. Так? Но можете воспользоваться этим общением, а можете не воспользоваться. И в зависимости от того, что вы отсюда возьмете, да, это повлияет на то, какое общение у вас будет в будущем. И этих вариантов, как в калейдоскопе, будет много-много-много вариантов. То есть это вы улавливаете, нет? Да. То есть получается, что просто же, да? То есть вот это вот общение, которое вокруг нас, да, оно, конечно, не случайно, да, но в зависимости от того, как мы им воспользуемся, у нас будет в будущем другое общение. И там как у нас будет другое общение. Поэтому, конечно же, это общение, люди, которые здесь находятся, не случайно.
был поступок, который привел вас сюда. Но в зависимости от того, как вы этим воспользуетесь, у вас будет другой вариант. И несколько сценариев будет. В зависимости от того, как вы здесь выберете, у вас будет несколько сценариев развития. Понятно? А то люди говорят, а что я могу сделать такое общение? Ну, извините, но а ты же так поступил, но ты можешь поменять. Выбери что-то, если у них хорошее, это придет к какому-то другому общению. Возьмешь доход, придет к другому общению. Можно вперед, либо назад идти. Ясно, да? Насколько тонко материальное общение, то есть, будучи, то есть, тонкие тела наши переплетаются, да, насколько вот сила этого, то есть, измена, перемена, то есть, сознания. Насколько влияет тонкое общение? Да, вот тут просто банально, то есть сосед за стенкой живет, он как бы... Влияет ли сосед? Да, влияет. Он конкретно влияет. Если он особенно музыку дадим слушает, это конкретно влияет. Его мысли. Мысли Его влияют. жизни. А как мысли влияют ли мысли на нас? Мысли в чем проявляются? В словах, в музыке за стенкой, окурках, запаху. Это же проявляется? Влияет? Ну, конечно, влияет. Конечно, влияет. Насколько сильно? А это вы насколько позволяете? Если у вас тут включен режим социального общения, то один вариант. Если у вас там, знаете, такое сострадание включено, то другой вариант, вы наоборот будете как-то на него позитивно влиять. А если у вас тут отключено близкое общение, то конкретно влияет на вас. От вас зависит. Хочу вам еще, знаете, что рассказать? Про передачу кармы. Можно? Я забыл об этом рассказать, но это всегда спрашивают, да? Да? Передача кармы. Значит, это часто этим пользуются люди не такие безответственные. Вот представьте, вот есть человек, и у него за спиной карма своя, да? И карму мы уже ставим в форме событий и в форме желаний. Правильно. Вот тонкая карма желания, да? И тут есть я тоже, да? Вот. Притом это могут быть муж и жена. Да? Или соседи, или еще. И он говорит, он на меня карму свою скинул. Он мне свою карму передал. То есть, значит, передал карму. Это значит, что его должны были посадить, да? А посадили вас. Вот это называется передать карму. То есть я же ничего такого не делал, да? А он мне, значит, скинул свою карму, да? И меня посадили. Хотя он должен сидеть вместо меня. Бывает ли такое? Бывает ли такое? Или меня бывает, говорит? Давайте посмотрим, как это бывает. Как это бывает, сейчас посмотрим. Бывает это таким образом. Нас никогда не судят за чужую карму. Нас всегда судят за свои поступки. В этом мире не бывает так, что меня случайно. Это не как в тюрьме, да? Приходит человек в тюрьму, да? И он говорит, за что сел? Он говорит, вот так говорят обычно. Такой порог. Вот. Так вот не бывает такого. Такого не бывает, что ни за что. Там, если со мной что-то сделали, это я не виноват, меня скинули. Или, знаете, что говорят? Родовая карма. Прабабка, что-то там косячила. Нет, прабабка, Ева, Адам и Ева. Вот кто виноват. Ребята там съели яблоко, а я теперь страдаю из-за них. Я-то хороший человек, правильно? Так ведь, да? Скинули карму предки. Вот не бывает такого. Не бывает. Смотрите, что происходит. Этот человек, допустим, вот этого, тоже своя карма, вот этот человек подходит к этому человеку и говорит, давай поженимся. Такая передача есть.
Я знаю, я не смотрел на одно. Теперь смотрите, что происходит. Теперь, если там муж это жена, да? Он совершил поступок, его никто не тянул. Он сам совершил поступок. Знаете, какая реакция за этот поступок? В том, что если жена делает что-то не так, я буду за это отвечать. Это не ее карма, это моя карма. Ведь я же на ней женился. Вот такая реакция за это. Это мой поступок. Теперь, если это у вас родился ребенок, то есть это мать, это ребенок. Если ребенок разбил окно, то отвечать будет родители. Но говорит, а почему я за него должен отвечать? Ну ты совершил поступок, ты же его родил. Это реакция. Реакция такая, что если ребенок что-то будет вот так делать, то отвечать будешь за это ты. Ну до какого-то возраста. То есть это моя карма, не то, что он на меня скинул карму. Поняли, да? Теперь, если это гуру, это ученик, это самая серьезная такая вещь, да? Ученик говорит, допустим, мы не договорились, да? Но есть такой момент, я буду у вас учиться. Он говорит, я буду хорошо о тебе заботиться, буду тебя учить. И он принимает гуру, когда совершает этот поступок. Он берет часть его событий, которые должны с ним произойти, на себя. Но как он это делает? В смысле, я совершаю поступок, я принимаю тебя в ученики, это моя поступок. Реакция на это, эта вещь ко мне переходит в ответ на этот поступок. Он не скинул на меня, я совершил поступок, это пришло как реакция. Если ученик что-то делает не так, то я за это отвечаю, ведь я совершил этот поступок, подписал контракт. Теперь, если это начальник, это подчиненный. Раньше, когда была монархия, в ведические времена была монархия, и царь брал ответственность, полную заботу обо всех жителях. И значит, если жители делали что-то не так, то 1/6 часть реакции шла на царя. Но это была его карма, потому что кто тебя звал быть царем? Ты сам захотел? То есть тебя назначили, это реакция. Сейчас я расскажу про современность. Если они делали что-то хорошее, 1/6 шла на них. Представляете, они, не знаю, заработали миллион, а их миллиард. 1/6 ладно. Теперь, если вы спрашиваете о современном начале, у них не абсолютная власть над людьми. И вот в тех пределах, за которые они отвечают за человека, да? Допустим, вы начальник, и вот этот процесс вы должны, в этом сфере вы начальник. Вот если он что-то не так делает в этой сфере, то вы за это отвечаете. Если он в той сфере что-то не так, вы за это не отвечаете, потому что вы в других отношениях. Уловили, да? То есть не бывает так, что на меня просто скинули. Я совершаю поступок, вот эта реакция на этот поступок, могут прийти такие вещи. Другой момент. Меня кто-то проклял. Знаете, тетка прокляла. Черная тетка. Ведьма, вообще прокляли. Страдаю ни за что. Да? Ни за что же страдаете. Так, когда все страдают просто так. Проклял кто-то. Порчу навел нам. Посмотрел на меня как. Не виноваты, да? Почему же они нас прокляли? Потому что мы совершили поступок, который привел к тому, что нас прокляли. Пусть человек, если он очень как-то вызывающе себя ведет, не знаю, как-то, так вот, наезжает на кого-то, забирает у кого-то, как-то вызывающе. Кто-то начинает на него обижаться и проклинает. В чем причина того, что мы прокляли? Его поведение. Теперь приходит человек к другой колдуне и говорит, ты что-то не так, тебя прокляли. Ах, она меня прокляла. Тетя это черная. Я начинаю, смотрите, я не виноват, виновата она. Проблема не решается. Проблема еще ухудшается. Потому что я начинаю еще больше злиться, ненавидеть. Значит, мое тонкое тело становится еще более слабым, и мне еще легче проклять. Вот такие вещи. Потому что я обвиняю кого-то другого в этих вещах. То есть, получается, что просто так скинуть на нас карму никто не может.
Для этого вы что-то должны совершить, какой-то поступок, и как реакция этого, допустим, может быть, действительно посадят за него. Да, если человек, они поженились, если вы женились на каком-то криминальном человеке, да, то можете без квартиры остаться. Ну а кто виноват, что вы из него вышли? Это же ваш поступок, вот реакция. Бывает также тоже, там есть такой ритуал, я не знаю, как это работает сейчас, но я просто читал об этом. Там один человек, пришли реакции у него, знаете, утром проснулся, побриться, решил, взять, смотрит, почернел весь. Ой, вообще почернел. Что такое? Приходит, специалисту спрашивает, что такое говорит. Грешный, батюшка, грешный. Нагрешили. А он был царем. Ты про царя рассказывает. А что делать? Давайте мы сделаем такую вещь. И они, значит, с помощью каких-то особых механизмов они взяли эти реакции, за которые он страдает, и поместили их в такой артефакт. Реакции эти они здесь находятся. В этом ютубе. В этой реакции. Там тюрьма, там все. Чернота, выпадение волос. Он говорит, и он эту бутылку ставит, и говорит, ребята, кто возьмет за меня эту вещь, я дам передачу Лукойлу. Соответственно, такой договор может быть. Пострадай за меня, да? Но это тоже не просто так. Человек, который возьмет, он соглашается. То есть он должен совершить поступок, в итоге он получит эту реакцию. То есть, в принципе, возможно это. Но это не то, что нас просто кто-то скинул. Мы совершаем какой-то поступок, действие, это реакция на это действие. Еще один момент про передачу кармы. Когда мы начинаем общаться, это тоже поступок. Мы общаемся, и карма в форме желания к нам переходит. Перешли желание, мы начинаем так себя вести, приходит реакция. Еще один переходит. Мне кажется, это интересно было для вас узнать. Хорошо? Вопрос еще есть, да? Давайте здесь увидим. Проклятие. Я забыл про проклятие. Спасибо, что напомнили. Я хотел про родовое сказать. Карма рода тоже всех интересует. Смотрите, как карма рода устроена. Это тоже один из вариантов передачи кармы. Да? Значит, карма рода. Значит, это бабка, да, которая накосячила, так сказать. И бабку прокляли. Все, кто в вашем роду будут рождаться без ушей. Такое проклятие. Все, кто там с 100-го поколения без ушей будет рождаться. Теперь здесь живет какая-то личность, да? И она эта личность совершила поступок. И за этот поступок этой душе оказалось нужно без ушей родиться. Она там что-то сделала и без ушей. И для того, чтобы ей родиться без ушей, как раз подходящий род есть. Поняли, да? Кто виноват, что она без ушей родилась? Бабка. Бабка виновата, да? Нет, ты сам виноват. Ты что-то так сделал, чтобы в этом роду появился. Представляете, никто не виноват, кроме нас. Это надо понять. Если мы без ушей или без волос, то никто кроме нас не виноват. Поняли, да? Проклятие – это тоже поступок. То есть человек мы можем повлиять, может ли он повлиять на другого человека? Конечно, может. Конечно, можем. Если я кого-то ударю, это повлияет на этого человека? Конечно, повлияет. Он может ударить меня, он повлияет на меня, и мы будем влиять друг на друга. Если я буду за кого-то молиться, на него же это повлияет? Да. Если я буду, поняли, да? Мы можем друг на друга влиять. Факт. Я могу лечить кого-то, могу покалечить кого-то. Я влияю на другого человека. Проклятие то же самое. У кого-то есть способность. Не нужно думать, что это у всех получается.
пусть ты сдохнешь. Ну, не факт, что он сдохнет. Ну, не факт. Но у него нет полномочий, знаете, чтобы просто вот сказать, пусть ты сдохнешь, он сдох, у него должно быть, знаете, определенная способность. Вот это вот, мы говорим, хорошая карма, да? Вот, когда мы как-то ведем себя, нас наделяет способность. Вот у вас есть у каждого свои индивидуальные способности. Вот вы можете машину водить? Вот там рулить, там все, да? Я один раз ездил, я не умею водить машину. Вот. И когда я вижу, когда человек попадает, да, вот поворот, там, да, паркуется, мне возникает чудо. Ну, а как вы попали вообще? А тут водит, и вообще, он даже не знает, как это его само, да? Да, вот так вот, да. Вот на английском можете говорить? Нет. А вот я могу. И как это получили? Я не знаю, я просто могу говорить. Да, а кто-то не может научиться. А вот кто-то может, знаете, сесть за руль, и вот всю жизнь рулит и не может научиться. Да? Вот кто-то может готовить. Это же чудо. Вот как вот взять, продукты, да, и сделать что-то такое, что вкусно было. Кто-то делает, но отвратительно. Попортил продукты. Продукты были хорошие. А с людьми общаться. Смотрите, кто-то, знаете, книжки читает, Корнелий там у него, да? И он там подходит, и его все ненавидят. Он так улыбается, так подозрительно. Идите отсюда. А кто-то просто ходит, и все ему хотят что-то делать. А у меня... То есть вот те способности, которые у вас есть, а есть люди, которые деньги могут зарабатывать, а есть те, которые не умеют. Вот это все чудо. Вы просто привыкли. Вы просто привыкли и думаете, а что такого? Но вот эти все способности, это награда. Это награда за наши прошлые поступки. Как количество денег в кармане, мозгов, это все награда. И вот у некоторых людей есть награда за прошлое. То, что у них слова вот такие. Они что-то совершали в прошлом, что у них слова очень сильные. Кому-то надо, физически стрелять, да, в кого-то, чтобы это произошло. А кому-то надо просто сказать, это произойдет. Знаете, есть врачи, они лечат человека мухоморами, да? Как это работает, непонятно. Кто-то начинает другой делать, не работает. А у него работает. Почему? А у него особое есть полномочия. Ему подарили это, за прошлый поступок. Авторский метод называется. Понимаете? Авторский метод. Неподражаемый. Чтобы его сделать, нужно такие же способности обладать. А если тебе их нет, ты не сможешь это сделать. Так вот, есть люди, которые могут проклять. У них есть на это способность. И они могут этой способностью воспользоваться и сказать, ты сдохнешь, и ты сдохнешь. Но я совершил дурной поступок, и это моя реакция. Я пробую, но за этот поступок я буду отвечать. Так? Что они говорят? Существует, да? Без проблем. Есть проклятие, есть благословение. Кто-то может сказать, пусть у тебя это будет, у тебя это будет. Но это не все могут делать. Хорошо? Я сейчас смотрю на время, мы в половину уже должны вернуть. Да. Какого возраста у ребенка Своя, да? Ну там что-то про 5 лет говорят, я не могу сказать. Я не готов сказать. Есть какая-то цифра в ведах, но может быть она сейчас скорректировалась. Когда сказали? Ну, я вот не могу сейчас авторитетно вам сказать эту тему. Это не моя сфера. Да. Говоря о том, что насильственная смерть доказана, а самоубийство это выбор или частично? Выбор, это выбор. Всегда выбор. У нас всегда выбор. Люди у нас выборы. Поэтому нас судят. И понятно, что у человека из-за прошлых поступков вот это желание покончить с собой, оно очень может сильно давить на него. Но и все равно выбор есть.
Скажите, правда, что человек, который покончил с собой, у него проклятие на 7 поколений вперед потом? Ну, я не читал об этом, но я знаю, что когда человек кончает с собой, то он не получает грубого тела сразу. Какое-то время, да. Это долго может быть. И он в теле, в тонком теле находится. Это очень мучительно. И он вот те года, которые он не дожил, да, он в этом состоянии находится. Это хуже, чем в аду. Потому что, представьте себе, вы хотите пить, а пить нечем. Есть, а есть нечем. Поэтому они очень несчастны. Это не выход. Самоубийство — это не выход. Хорошо? То есть выбор у нас есть, я хочу сказать, у нас есть выбор, хотя есть предопределенность, события и желание давит на нас, определенно заброшенное. Но выбор у нас есть. Если мы будем выбирать хорошее, мы можем скорректировать свои события. Если будем выбирать дурное, мы ухудшим события. Что такое хорошо, что такое плохо, будем говорить завтра. До свидания. Слушай, у меня к нему там много вопросов. Ну, не знаю, что нам есть такой ритуал,